Добрый вечер, дорогие друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет на обзоре карта, называется «Восьмерка жезлов». Конечно, она визуально очень сильно отличается, а как иначе, да? Все карты до этого у нас отличались от того, как они выглядят в уэйтовской колоде. Но здесь особенно, потому что уэйтовская колода показывает восьмерку как летящие жезлы, которые либо вот-вот взметнулись, либо вот-вот они приземлятся. У каждого свои разные версии. Мало того, у каждого из тарологов это еще и может несколько отличаться уже в реальной жизни, когда с этими картами работают. Не суть. А здесь у нас изображен, он совсем маленький, но все же конкретный персонаж. В общем, давайте мы сразу уже с вами переместимся в наш сегодняшний урок. Напоминаю, что мы идем по книгам, заходим в раздел «Библия». Здесь мы видим 26 карт, которые посвящены библейским сюжетам. Их достаточно много. Если мы говорим о какой-то книге, то это большинство. И хочу напомнить, что мы с вами последних несколько уроков уже проходим огненную масть, жезлы. Прошли с вами пажа, рыцаря, короля, четверка, пятерка подряд была. И сейчас у нас на очереди будет восьмерка жезлов. И останется из жезловой масти огненной только десятка. Восьмерка. Не будем ходить долго вокруг да около. Видим, что это у нас Самсон. Самсон, который, кто не знает вообще, что это за персонаж и что на этой гравюре изображено, тому будет вдвойне интересно послушать, посмотреть, узнать чуть больше об этом. Забегая наперед, скажу, что он здесь занимает самую главную центральную роль. Он находится между двух колонн, которые сдвинул и тем самым разрушает здание. И, конечно, нас не будет интересовать напрямую, откуда у него такая сила, и вообще смог ли он на самом деле сдвинуть эти колонны. Попахивает такой некой античностью Геркулес, Геракл, Греция, римская мифология, да, что-то такое есть похожее в этом плане. Не исключаю. Но не будем мы вдаваться в подробности о том, кто у кого передрал и вообще переделал ли кто-нибудь или нет. Также стоит обратить внимание на то, что это не просто какой-то герой, как тот же Геракл либо Геркулес, а это, согласно Библии, вполне себе исторический персонаж, у которого была задача судить народ Израиля. Но напоминаю, что это было в те периоды, когда израильтяне вышли из египетского рабства под предводительством Моисея, затем был у них Иисус Навин, а спустя какое-то время, дабы народом кто-то управлял, им нужен был человек, наставник в обществе. Помните, мы с вами уже разбирали пример с Деврой, женщина, единственная женщина-судья, чем она была в том числе особенно примечательна. Так вот, мы сейчас разбираем еще одного судью. Самсон был тем самым судьей, то есть это не просто обычный какой-то человек. Но будем говорить о нем подробнее в нескольких аспектах, разделах и почитаем, что конкретно в Библии о нем пишется. Поговорим мы с вами также, как мы уже это делаем традиционно и неоднократно, в разрезе самой восьмерки жезлов. Имеется в виду, заглянем мы в эту карту в том ее традиционном виде, в котором вы привыкли все пользоваться или как минимум слышать, кто уже работал с колодой Таро Уэйта, то, возможно, уже знает об этой карте, но тем не менее, мы погрузимся в нее чуть больше. Мы также посмотрим насчет зодиакального дома, какой здесь зодиакальный дом, насколько он согласуется с нашей картой, насколько он потом еще и согласуется с картой из колоды Гюстава Дере. Еще обратите внимание, есть такие странные слова «кайрос» и «синхроничность». Они также имеют место в сегодняшней лекции, и мы с вами как раз не только поймем, какое они имеют отношение, но и разберем, не скажу, что прям глубоко и подробно, но достаточно, чтобы было понимание и общее представление об этих терминах и как они в этих картах не то чтобы проигрываются, представлены, что за ними кроется в этих картах. И сегодняшний урок мы построим с вами по такому принципу, как и прошлый. То есть мы с вами переместимся в общее значение. И еще раз, для тех, кто уже знаком с картами Таро Уэйта, не понаслышке, мы освежим в памяти, что же по этой карте проигрывается, что современные тарологи вкладывают в понимание этой карты.
Потом мы с вами посмотрим зодиакальный дом, увидим соответствие, может быть, несоответствие. Ну, понятное дело, если были несоответствия, смысл я бы этот дом сюда и подбирал. Потом мы с вами переместимся в библейскую историю, почитаем ее. Затем сравним обе эти карты, как мы это всегда делали. Увидим, в чем соответствие, может быть, есть какие-то моменты по разногласию, может быть, есть что-то, что составители Лоскара Робео полнее смогли раскрыть с помощью этой карты, имеется в виду гравюру Гюстава Дре. Посмотрим, собственно, сам этот кайрос на синхроничность, заглянем еще в искусство. Художники нам подготовили несколько полотен, на которые имеет смысл обратить свое внимание, дабы расширить кругозор. И посмотрим по значениям, уже практическим применениям, которые по этой карте, по восьмерке жезлов, могут проигрываться в наших разных сферах. Вот так. Ну что, давайте тогда двигаться. Переходим с вами мы в значение. И попадаем мы в раздел «Восьмерка жезлов». Давайте так, чтобы надолго не затягивать, сразу предлагаю и начать, собственно, разбор этой карты. Да, может быть, зная, что потребуется какая-то дополнительная информация, пусть еще не чтение Библии, но дополнительная информация об этом персонаже, о Самсоне, буквально в 2 словах хотел бы рассказать, чтобы, когда будем об этой карте читать, имели какое-то представление. Я уже сказал, что здесь изображен Самсон. Это был судья, то есть это не просто был сильный человек, чрезвычайно сильный, которых не было не то что среди евреев, не было в округе среди филистимлян. И как раз речь сейчас идет о не очень удачном времени для еврейского народа, когда такое у них какое-то метание, они не совсем понимают, какому им истинному Богу поклоняться, они склонны к идолопоклонству, они склонны нарушая заветы Господа, нет единства среди 12 колен. И этот судья, он по большому счету является не столько судьей всего народа Израиля, всех 12 колен, сколько определенной части еврейского населения, тех колен, на которых больше всего осуществлялся гнет, нападение, давление и влияние со стороны филистимлян. И должен сказать, что достаточно длительное. Если мне память не изменяет, по-моему, мы об этом будем в Библии читать на протяжении 40 лет. Я даже не удивляюсь, снова это магическая цифра 40. Поэтому, само собой, мы понимаем, что это человек сильный силач, такой герой. О нем снято очень много фильмов, которые носят одновременно такой художественный, исторический, какой-то библейский, теологический контекст. Много. Видать, публика любит необычайных таких мускулинных героев, типа Геракла, Геркулеса и тому подобное, поэтому мы даже его и в разборе не будем рассматривать как возможный вариант. Просто пишите Самсон или Самсон и Далила, и вам выдаст кучу вариантов. Скорее, больше вот в разрезе этой карты восьмерки жезлов и в разрезе его какой-то божественной миссии. И в целом, как вообще его жизнь складывалась. Я бы даже так сказал. Имеет смысл ответить нам с вами на достаточно такой серьезный вопрос. Я его себе записал. Но буду долго искать, попытаюсь вспомнить так самостоятельно. Вот вся эта череда случайностей, которые будут происходить с Самсоном, мы с вами увидим, является ли это следствием его непослушания по отношению к Господу, непослушания заветов, которые давал Моисей, что он не совсем был верен Господу, не совсем он был верен своему, не то чтобы народу, а скорее каким-то своим принципам, идеалам, которые исповедовал его народ, должен был бы исповедовать. То есть вот эта вся череда случайностей, это как результат его неправильного поведения, вот что я хочу спросить, либо это как все-таки некий божественный промысел, вот таким вот заковыристым, таким вот тернистым путем, но исполнить то, что этот человек должен был исполнить. Я понимаю, что, возможно, для вас сейчас ответ уже в голове прозвучит однозначно. Коль Евгений так вот спрашивает, то, наверное, что-то он хочет нам сказать. Наверное, значит, на самом деле Самсон, он праведный человек, просто вот такими заковыристыми путями Господь решил исполнить свою волю через него, пусть даже неправедного человека. Как мы уже много раз видели, через царей иноземных государств Господь мог исполнять свою волю. Очень часто в Библии говорится, что предал Господь в руки
филистимлян, или в руки хананеев, или в руки медоперсов, или в руки вавилонян народ Израиля за то, что они не слушались его. И в этом тоже ощущается воля Господа. Посмотрим. Ответ на этот главный вопрос. Вот эта череда случайностей. Насколько ли они случайны? Настолько ли они прогнозируемы? И вообще, какое это имеет отношение к вот этой карте? И какое это отношение имеет в нашей жизни, если мы рассматриваем карту Таро не только с точки зрения как гадательного инструмента, но и как возможности развивать себя и прокачивать свою духовность. В общем, двигаемся по восьмерке. Грузнул вас немножко. Эту карту еще называют «Владыка скорости». И небольшое отступление. Напоминаю, что жезлы – это огненная масть. Стихия огонь – это та стихия, которой требуется постоянное движение. Огонь никогда не стоит на месте, он не может замереть. Даже воздух – тоже подвижная стихия, который, условно говоря, может стоять, находиться в состоянии покоя, что для него не очень естественно и свойственно. Но огонь не может замереть. Он постоянно, даже пламя свечи, которое горит, казалось бы, ровно, без того, чтобы его раздувал ветер, и то оно, когда горит, оно поедает сам фитиль, оно расплавляет свечу, то есть ему требуются постоянные новые результаты. В отличие от земли, которая вот неподвижна, вы посадили что-то в землю, я говорю о том, что вы произвели какой-то процесс, то есть вы приложили усилия, потратили энергию, приходите завтра, ничего не поменялось. Через неделю также, через 2 недели начали уже поливать, а оно все равно не растет и не вылазит из этой земли. Холодно еще оказывается, рано посадили картошку, подождать нужно было. С огнем не так, огонь очень подвижная стихия, и обращайте внимание, это как общая рекомендация, это может быть несколько повод этой колоде в целом как общая рекомендация, насколько карта выглядит динамичной либо статичной. Эта карта выглядит динамичной. Это, кстати, тоже, но мы к ней вернемся позже. Выглядит динамично, то есть речь идет о том, что идет какой-то непосредственный процесс. Если помните, мы вспоминали с вами четверку, кстати, восьмерка, чем вам не четверка двойная, да? Казалось бы, тоже должно быть какое-то понимание стабильности, но там была некая такая статичная стабильность, нетипичная для огня, но тем не менее, это как было подведение черты, то есть двигались к чему-то, пришли, как промежуточный этап, сели буквально передохнуть там на какой-то короткий промежуток времени, чтобы дальше двинуться снова в путь. Но та карта действительно выглядела статичной, здесь же динамика. Уэйд так прорисовал с Памелой Колман Смит эту карту, что она выглядит в движении, она подразумевает какие-то действия, которые происходят прямо сейчас. И, как мы с вами поймем, быстро происходит. Эту карту называют «Владыка скорости». Это оптимистичная карта, да, как будто бы есть пессимистичные карты. Эта оптимистичная карта указывает на несомненное продвижение к цели. Стечение обстоятельств таковы, что ожидаемое событие начинает неудержимо разворачиваться. Все пришло в движение, противодействия больше не существует, и вскоре что-то произойдет. Опять же, оговорка, как и все прошлые разы. Когда вот такие вот есть карты, мы должны понимать, что на практике, в гадании, соседние карты в раскладе будут говорить о том, в какую сторону будут развиваться эти события. Насколько это будет положительно для человека, особенно когда вы пользуетесь не только прямыми, но и перевернутыми картами. Но в любом случае соседние карты подскажут, как все это выглядит. Поэтому ожидаемые события, которые будут неудержимо разворачиваться, не обязательно, чтобы это было что-то хорошее. Оно так, может быть, звучит оптимистично, но, в общем-то, что-то и плохое может быстро также разворачиваться. Как, кстати, вот в этом случае. Для кого-то здесь хорошо события разворачиваются и быстро, точнее быстро и хорошо, а для кого-то, как мы видим, не совсем. Грядут удивительные, неожиданные события, которые иногда могут изменить всю жизнь за минуту. Давайте, может быть, чуть-чуть я уже об этой карте расскажу. Я понимаю, что волей-неволей я буду постоянно вам ее тыкать в экран, и стоит рассказать именно вот об этой сцене, то, что на этой карте изображено. Здесь изображено, что Самсон находится между 2 колонн большого дворца, назовем это, какого-то замка, где собралось большое количество филистимлян. Они являются его личными врагами и врагами его народа. И в какой-то момент он, жертвуя собой, убивает несколько тысяч филистимлян.
Это происходит, как вы понимаете, во мгновение ока. Он своей силой сдвигает колонны и рушит здание. На кровле этого здания находилось большое количество людей, то есть они погибают, плюс вот эти все каменные сооружения, падая на людей, которые находятся внизу, они их также убивают. Вот. В двух словах об этой карте, об этой сцене, точнее, на этой карте. Поэтому, когда мы с вами читаем о том, что грядут удивительные, неожиданные события, удивительное и неожиданное, особенно для тех, кто находился там, на балконе, могут изменить жизнь всего за минуту. Так и есть. Но напоминаем мы об этом. Она указывает на своевременное прибытие помощи, энергии, информации, вдохновения. А уж человек сам обычно прекрасно представляет, какая область его жизни нуждается сейчас в этом больше всего, где то поле праведной борьбы. И вот как раз это предложение, вот если по этой карте совершенно ничего не понятно, ну какие-то палки летящие, и то, может их кто-то держит с той стороны, карта обрезает нам полноту картины, и не совсем понятно, что они действительно летят. Только предписание автора, ну и практические наработки могут уже об этом говорить. А вот здесь как раз мы с вами конкретно видим, что эта карта указывает на своевременное прибытие помощи, энергии, информации, вдохновения. Что же такое за своевременная помощь такая подоспела? Как вы думаете, да, в случае с Библией? Ну, понятное дело, что это сила, которую Господь Бог дал Самсону для того, чтобы он смог это сделать. У него эта сила была, но мы будем с вами читать, эту силу у нее отобрали. И в самый решающий момент он вопрошает Господу, говорит, буквально на минуточку, верни мне мою силу, он ее возвращает, и вот совершается то, что совершается. И вот мы сейчас с вами читаем об некой абстрактной восьмерке жезлов, но когда, глядя на эту сцену, мы понимаем, что это вот прям сюда ложится очень хорошо. Ну вот как по масличку, по-другому оно и не получается. И уже сам человек, он прекрасно представляет, для чего ему эта сила дана. Самсон прекрасно представлял, для чего ему эта сила дана. Некоторые авторы считают, что восьмерка жезлов очень скорпионья карта. Поэтому ситуации, которые она задает, резкие и бескомпромиссные. Ну, конечно, не только эта фраза заставила меня обратить внимание на 8-й дом, но и в целом то, что это 8-й аркан. Хотя, напоминаю, не все тарологи, они привязывают младшие арканы к зодиакальным домам. Не то чтобы я был тоже сторонник это делать, в отличие от привязки по старшим арканам, но все же имеет смысл на это обратить внимание. В каких-то случаях это помогает и проигрывается. Посмотрим сегодня, насколько 8-й дом, это дом Скорпиона, насколько он проигрывается, дополняет и говорит об одном и том же, о чем и говорят восьмерка жезлов. Или в нашем случае история с Самсоном. И я разделил на 5 сфер. Как часто это бывает, личное, имеется в виду это что-то такое внутреннее, что-то, когда человек остается наедине с собой, в глухом лесу, в какой-то келье, в пещере. В общем, когда есть человек, его внутренний мир, мысли обо всем этом, и там, возможно, какое-то взаимодействие с абстрактным внешним миром, без того, чтобы это что-то было личное. Потому что личное – это уже отношения, это уже личное. Потому что карьера – это уже больше взаимодействие с социумом, с другими людьми и так далее. В общем, разделили на личное, на карьеру, на финансы, на отношения и в общих чертах, такой в перевернутом значении, как это все выглядит, проигрывается. Личное, то есть саморазвитие, скажем, такой духовный рост. Выражаясь языком психологии, это способность увидеть новые гештальты, увидеть в реальности нечто новое, сообразить нечто, уловить важную информацию, иногда буквально лежащую на поверхности, но прежде ускользавшую от понимания. Обращаем внимание, да, что по саморазвитию, по стихии воздух, по мечам здесь речь идет о том, что как мистика какой-то попахивает. Кстати, вот в 8-м доме мы с вами об этом и тоже поговорим. Именно в саморазвитии человека. Попахивает мистикой, когда человек может в реальности увидеть нечто такое, чего раньше не видел. Оно могло там быть, другие могли замечать, но ты этого мог не видеть. И для тебя происходит такой инсайт, озарение какое-то. Открываются новые гештальты, как здесь пишет автор. И ты уже начинаешь с этой информацией, с этим новым для тебя открывшимся эгрегором, начинаешь с ним работать.
Человек осознает, что времени не всегда вдоволь, если затянуть, то может быть поздно. Вот по этой карте, да, отсюда вот и ощущение того, что что-то должно произойти быстро. Либо надо действовать быстро, если эту карту как совет воспринимать, либо сами по себе события развиваются быстро. Вот ощущение такое есть. Все действительно необходимое таким людям само приходит в руки. Наступает на ногу, падает на голову, обстоятельства могут быть различны, но суть не меняется. Происходят чудеса. То есть по этой карте то, что происходит с человеком на пути его саморазвития, на пути его самопознания, лично с ним, даже если он какие-то действия напрямую производит, потому что по мечам это и прямые какие-то действия. Это не только получение знаний, это и прямые действия. Так вот, можно было бы сказать, и человеком это может порой ощущаться, как то, что происходят чудеса. То есть это вещи, которые происходят сами собой, как будто бы они тебе сами падают в руку, они спотыкаются тебе, точнее ты от них спотыкаешься, ты на них натыкаешься, и они как будто бы сами тебе плывут в руку. И по-другому, как то, что это стечение ряда обстоятельств, назвать нельзя. Однако остается открытым вопрос, насколько сам человек готов принять случившееся в его жизни чудо. И как мы увидим с вами в истории с Самсоном, и как мы знаем с вами все друг о друге, имеется в виду о себе самом, как часто бывает, что действительно происходят в жизни какие-то очень быстрые, очень резкие, прямо сиюминутные изменения, а мы к этому можем быть не готовы. Мы, не-не-не-не-не, нет, пожалуйста, нет, только не со мной, только не сейчас, я не готов к этому. Я не говорю о том, что найти $1 миллион. Мы все с вами прекрасно знаем, большинство, да, что же с ними можно сделать. Особенно, когда они отбросим все, забыл звук выключить, отбросим все условности, в том смысле, что это деньги ничейные, это не мафии деньги, и не надо их никому возвращать, вот просто, условно говоря, халявные. Да? Нет, я говорю как раз о таких моментах, когда действительно что-то в жизни происходит, и ты к этому не готов. И ты хочешь это все отмотать назад, или пусть это пройдет мимо. В общем, по этой карте вот в таком значении вполне может быть. Карьера. Это у нас будет все, что связано с работой, с продвижением себя в социуме. Синхроничность. Тут появляется у нас новый термин, который мы разберем. Синхроничность может выражаться в получении внезапных предложений. Замечайте, да, вот есть ключевые слова, которые, глядя на эту карту, должны у вас четко, вот на эти обе, должны у вас четко в голове отложиться. Это вот такие слова, как внезапность, скорость, движение, что там, что-то такое резкое, сиюминутное, быстрое. Вот это все, что должно у вас, как минимум, отпечататься на уровне автоматизма по этим картам, по 8 жезлов. А дальше вы уже будете просто себе эту тему развивать. Я понимаю, что запомнить весь этот текст, особенно заучить значение, глупое занятие, поэтому мы разбираем карты настолько глубоко, чтобы у вас сформировался и образ, как я уже часто говорил, да, такой архетипичный, чтобы за каждой картой у вас был какой-то конкретный персонаж или какое-то конкретное событие. И в этом очень хорошо нам помогает как раз колода Густава Доре, потому что здесь есть то, что нам надо. В данном случае Самсон и все, что с ним будет происходить. Значит, вот синхроничность, да, может выражаться в получении внезапных предложений, каких-то знаковых встречах, случайных, в кавычках, событиях, по сути являющихся ответом на стремление человека и служащих ему подтверждением, что его желание уместно, и он движется в правильном направлении. Здесь в карьере, может быть, неуместно сейчас говорить о молитве, но знаете, как в детстве нас всех учили молиться, просить что-то у боженьки. Вот ты его попросил вечером в молитве о том, чтобы, предположим, коль мы говорим о карьере, чтобы можно было завтра успешно сдать экзамен. И потом, так как-то вроде ты билет вытащил тот, который надо, и почему-то ты вспомнил именно то, что в этом билете написано. И, может быть, еще какие-то оказались случайности, когда учительница отвернулась посмотреть в окно, и ты имел возможность там кому-то шепнуть, что-то там надо мне вот это вот, и тебе человек подсказал. И вот ряд таких вот вещей, ты потом в конце дня сидишь, анализируешь, говоришь, стой, я получил 5, и я экзамен этот сдал. Но благодаря чему? И ты начинаешь в голове складывать все эти вещи, понимаешь, да, я был к этому готов, и я шел на это сознательно, я просил об этом, просил Бога, я имею в виду, что
Мы когда стали взрослыми сами людьми все, то у нас понятие Бога, оно могло стереться, но все равно вот это вот ощущение того, что что-то в жизни может приходить извне без какой-либо с нашей стороны помощи, просто потому что мы были к этому готовы и попросили, вот это ощущение присутствует. Поэтому я и привел простой пример в виде молитвы. Ну и коль мы сейчас с вами разбираем библейские сюжеты, то давайте не кривить душой, а говорить уже тогда о молитвах. Будут другие книги, возможно, там мы на время забудем о существовании Бога. В разрезе карт. В общем, человек готов, он что-то для этого делает, получает отклик, и события случайным образом могут развиваться. Так вот говорят нам известные тарологи в разрезе восьмерки жезлов. По восьмерке жезлов можно получить предложение от работодателя устроиться на новое место. Ну, понятно, если есть соответствующий вопрос к тарологу, от кверента, от вопрошающего, от клиента, это, в общем-то, все божественные понятия я назвал. И какие-то соответствующие карты в раскладе, если это подтверждает, то можно говорить о том, что вот получишь предложение. Да, вот. Если такой вопрос стоял и выпадает такая карта, то, в общем-то, это предложение будет быстрым. При этом потребуется умение быстро войти в новый круг людей, научиться там быть своим, усвоить неписанные правила, которые носятся в воздухе. Восьмерка жезлов как раз описывает способность их поймать. Это если мы уже смотрим дальше. Если человек уже работает на работе, то как ему там будет работаться, забегая наперед, смотря в будущее, да, нужно будет ему вот здесь, кстати, вот по этой карте, у Уэйтовской, в отличие от вот этой, есть ритм и ощущение ритма, рабочего какого-то ритма. То, как эти жезлы летят, как они направлены. Все это дает понять, что работа будет некой такой структурированной и будет требовать от тебя постоянных каких-то усилий, как бить в одну точку. Ну, ибо вот эти вот все копья, эти жезлы летят куда-то в одну точку. То есть они не хаотично, как от взрыва случайного, разлетелись во все стороны. Нет. Поэтому авторы и говорят об этом, что по этой карте, если говорить о будущем месте уже работы человека, то нужно обращать внимание на вот эту вот их упорядоченность. Восьмерка жезлов как раз описывает способность их поймать. Это я уже сказал. Тот факт, что 8 жезлов на карте летят очень целенаправленно и упорядоченно, наводит многих авторов на мысль, что эта карта имеет отношение к упорядочению и рационализации чего-либо. Нет смысла комментировать, только что уже это сказали. Также эта карта имеет отношение к работе в команде классных специалистов, где каждый действует как будто сам по себе, но все вместе очень согласованно делают общее дело. И глядя на эту карту, вполне логично это можно заключить, предположить и согласиться, что эти жезлы, хоть и каждый сам по себе, они не связаны в пучок, как, кстати, помните, десятка жезлов, где человек их несет, и они вот так вот веером все разложились, они действительно по ощущению как часть единого целого и независимы друг от друга. А здесь жезлы независимы друг от друга, но как винтик, каждый сам по себе, но единого цельного механизма выполняет общую работу. Или как каждый самостоятельный специалист делает что-то вроде бы свое, а если отойти со стороны посмотреть, либо потом прийти к конечной цели, то понимаешь, что все они делали каждый свое, но в итоге на благо единой общей какой-то задачи. Вот в этой карте этого, конечно, напрямую не ощущается, этого не видно сразу вот здесь. Но будем мы сами читать, когда Библию, и потом разбирать ключевые слова по стихиям. К этому вернемся, возможно, мы сможем копнуть глубже и раскрыть этот момент также. Финансы. Карта тесно связана с финансами, в отношении которых предвидится успех. Да, тут по финансам сложно что-то сказать, что-то раскрыть. Здесь явно нет ощущение того, что посыпались на тебя деньги, либо что вот они уже есть у тебя, но это все предвестник. Помните, как четверка у нас жезлов была предвестник тоже, чего-то хорошего, как вот они пришли в землю обетованную, помните, да, нашу карту? Они пришли в землю обетованную, то есть они ее еще не получили, но это как обещание жениха Господа невесте, что вот я ставлю 4 жезла, я построю тебе дом, ты в нем поселишься, в общем-то я буду о тебе заботиться, опекать, оберегать, у меня для этого есть все ресурсы, у меня есть возможности, я готов, я хочу это делать. Также было с землей обетованной, то есть они получили некое такое предзнаменование.
Хотя по факту самой земли у них еще в руках не было. По четверке, по восьмерке получается в плане финансов аналогичная ситуация. Только есть еще понимание того, что что-то будет происходить быстро. И если ты спрашиваешь, и соседние карты никак не противоречат своим негативам, о том, стоит ли мне там, вложиться туда-то, или как скоро я получу доход, или имеет ли смысл мне продать дом и купить квартиру. Ну, в общем, любые какие-то вещи, которые касаются финансов, сферы, не только финансов, даже в разрезе Пентаклей имеется в виду это вот широкое, я уже на прошлых лекциях много раз говорил о том, что такое деньги. Деньги – это энергия. Что такое энергия? Ну, один из видов энергии. Это ту, в буквальном смысле, нашу энергию, которую мы потратили за единицу времени. Это все очень легко считается, особенно на западный мир, капитализм, который там уже существует много столетий. И есть понимание цены за рабочий час. Сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? $5 в час. Вот моя цена. $60 в час. Вот моя цена. Вот столько я и стою. То есть я могу работать на этой работе, выполнять что-то за единицу времени, за 1 час, я получаю $60. Вот это и есть вот эта вот энергия, да, то есть твоя потраченная энергия, умноженная на единицу времени, дает тебе деньги в виде этой самой энергии. То есть ты мог, как я уже приводил пример, ты мог что-то своими руками за это время сделать, сплести лапти, навязать веников, пошить 3 сумки Гермес, и это бы как-то бы оценило твою работу. Так вот, когда мы говорим о финансах, в целом имеется в виду энергия, просто в деньгах ее удобнее как-то выразить, что ли. Но тут это может быть и время потраченное, и усилия потраченное. То есть такая в целом ощутимая какая-то сфера, которую мы сами воспринимаем ежедневно, наш быт, условно говоря. Все, что нас окружает, вот этот вот стол, одежда, в которой я сижу, лампа, которая на меня светит, там какой-то кондиционер, который работает, либо отопление, все вот это и есть финансы. Просто это будет несколько размыто, если мы будем говорить уже о таких мелочах. Поэтому берем такие крупные какие-то покупки: квартира, машина, дом, какие-то вложения, траты, инвестиции в банк или в какую-то организацию. И, соответственно, эта карта, она нам в хорошем прямом значении и при соответствующих положительных картах, она нам говорит о том, что все движется в ту сторону, в которую ты хочешь. И это произойдет быстро. То есть это вот прям жезлы, условно говоря, приземлятся. Либо вот здесь эти колонны вот-вот упадут. Если мы представим себя не частью этой сцены, мы представим, что мы стоим за пределами этой сцены, мы просто вопрошаем об этой ситуации, то, нехорошо, конечно, когда люди умирают, но если смотреть на это с точки зрения то, что это враги, которые там делали то-то, 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 и хочется вот их уничтожить, то это хорошо, это быстро происходит в конце концов. Мы сейчас больше о скорости говорим, это происходит быстро. Результат будет моментальный, быстрее, чем ты думаешь. То есть вроде как бы он эти колонны сдвинул, но это здание так быстро схлопнется и так быстро осядет пыль, что ты и глазом не успеешь моргнуть, как этих филистимлян уже и не будет. Поэтому в плане финансов вот в целом должны понимать, что это скорость, быстрота, это может быть какая-то ритмичность, что там написано. Значит, карта тесно связана с финансами, в отношении которых предвидится успех, появление новых источников дохода, приток инвестиций, удачное взаимодействие с банками, получение выгодного кредита. Там это опять же, это все из разновидностей. Там, где получение выгодного кредита, там и получение выгодного предложения покупки автомобиля, и получение выгодной сделки в приобретении недвижимости. И все это будет, в общем-то, об одном и том же. Срочные дела с деньгами, денежная премия. Отношения. Вот по отношениям. Это у нас уже такое что-то больше личное. И вот, кстати, здесь тоже очень много личного в этом присутствует, в этой карте. Не прямо на этой сцене, но в целом в жизни Самсона. Будем об этом читать дальше. Но что нам авторы пишут вот об этой карте в плане отношений? Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И вот 2 момента. Во-первых, она нагрянет, да, то есть это произойдет. А во-вторых, тогда, когда не ждешь. А если не ждешь, то что это происходит? Правильно, происходит это внезапно. Для кого-то, с другой стороны, это может быть как-то ожидаемо, прогнозируемо, но для вопрошающей стороны это внезапно происходит. Тут скажут, как же внезапно? Вы 100 лет друг друга знаете, живете по соседству,
ты там Наташа, ты Паша и что? А для кого-то, имеется в виду для Наташи либо для Паши, это случайно происходит. В смысле внезапно, быстро, неожиданно. То самое влюбление. И даже если ждешь, все равно не исключено ощущение, что она напала откуда-то из-за угла. Если человек один, то это благоприятная возможность для создания отношений. Она витает просто в воздухе. Помните, как мы с вами говорили о стечении какого-то ряда обстоятельств? Мы это говорили в личном, в саморазвитии, но сфера поменялась, но суть карты остается аналогичной. То есть это тарологи говорят, что по этой карте эти все возможности, они витают в воздухе. То есть эти жезлы, этот огонь, он просто горит, он пропитан в воздухе, воздух им пропитан, и это говорит, что это может свершиться. Просто есть шансы, есть потенциал, в конце концов, есть возможности. Попроси только, помолись Богу, и тебе эта карта выпадет. Так. Если мечта готова стать явью, воплотиться в реальность. Бывает, что человек с нетерпением ждал этого, и все же все происходит как гром среди ясного неба, заставая врасплох. То есть даже и так бывает. О чем это говорит? О том, что это случается, еще раз повторюсь, внезапно, а во-вторых, быстрее, чем человек ожидает. Он знал, что в принципе предвидел, предчувствовал, или, может быть, в целом все ему говорило, намекало о том, что должно произойти что-то, какое-то потепление в отношениях или просто развитие отношений. Но они так могут быстро закрутиться, завертеться. Условно говоря, человек ожидал, что это будет в конце недели, они с Наташей пойдут встречаться. Оно же сегодня вечером столкнулась с ним на лестничной площадке, и он ей сам того от себя не ожидая предложил куда-то сходить, и она сама того не ожидая от себя согласилась, и в общем-то так все быстро закрутилось, завертелось. Ты вроде даже и ожидал, и прогнозировал, и думал об этом, но это случается еще быстрее. Как в случае с Самсоном. Он знал, может быть, что он сдвинет эти колонны, или что он убьет этих филистимлян, но что так прям удача к нему в руки пойдет, и он сможет это сделать таким необычным способом, не знал. Так же, как и по этим жезлам. То, как они быстро летят, как они могут быстро приземлиться и достигнуть своей цели. А если и не ждал, все равно карта сообщает о перспективе влюбиться по уши. Иногда восьмерка жезлов описывает действительно поразительное проявление синхроничности. Опять это слово. Неожиданные счастливые встречи, служащие результатом случайностей, в основе которых нет ничего случайного. Игра слов, каламбурники такой словесный, случайности и не случайные, либо не случайные случайности, либо тот же принцип синхроничности. Он как раз и говорит о том, что, как я уже приводил пример с экзаменом, человек потом сидит в конце и анализирует. В принципе, вы как люди, которые не просто случайно попавшие на просмотр этого ролика, явно сталкивались уже с картами, с их работой, и вы сами порой прозревали от того, что выложенные вами карты и сказанный вами прогноз для человека, насколько он может проиграться, и не просто вы предвидели, предсказали это, читая карты, а потом, когда человек вам рассказывает, как это случилось, вы понимаете, а как вообще так могло быть? Туда повернулся, туда вообще не поехал, а там пошел дождь, человек отказался, а там позвонила мама и попросила приехать. И такая череда случайностей привела к тому, что ваш расклад, он отобразился в реальности. Привел прям простой пример, который вам знаком как тем, кто работает с картами Таро. Кроме того, в раскладе на любовь эта карта предрекает вопрошающими беззаветную преданность со стороны любимого человека. Я эту фразу оставил, потому что она мне показалась прям не столько по этой карте. Здесь непонятно это. Как непонятно? Непонятно, может быть, в целом по визуальному восприятию карты, но понятно, исходя из того, что у людей есть наработана какая-то практика, коли об этом пишут, в большом количестве имеет место быть. А по этой карте это как раз прям в библейской истории и прописано. Это та самая беззаветная преданность со стороны любимого человека по этой карте не то что проходит, она просто вырезана на сердце этого самого Самсона. Об этом почитаем с вами.
В целом, в реверсе, то есть если мы говорим о негативном прощении карты, кстати, не обязательно, чтобы она была прямая и при этом позитивная. Другие какие-то соседние карты могут сказать, что будет быстрое развитие, будет динамика, будет что-то моментальное, сногсшибательное, молниеносное, неожиданное, но неприятное, если карты будут говорить об этом. Поэтому в целом я написал реверс, но имеется в виду какой-то негативный момент, негативное прощение этой карты. Если прямая карта акцентирует синхроничность и совпадение, то перевернутая говорит о какой-то несовместимости и несогласованности. Ситуации, когда что-то чему-то не соответствует, что-то с чем-то не совпадает. И я, если честно говоря, не очень люблю такие, знаете... Сейчас я кошку выпущу. Так, о чем я говорил... Я не очень люблю, когда перевернутая карта просто добавляет слово «нет». Синхроничность, несинхроничность, позитивное, негативное. Но в данном случае давайте мы чуть-чуть вот эту вот фразу сложную с вами разложим по отдельным каким-то более простым словам. То есть если прямая карта, она обращает внимание на синхроничность, то есть на череду каких-то неслучайных случайностей, то есть вот это, плюс вот это, плюс вот это, плюс оттуда, плюс оттуда, плюс оттуда. То есть человек утром, условно говоря, вышел из дому. Да вы все сами видели эти фильмы, в том числе «Пункт назначения». Или ряд других фильмов. Сейчас очень классный режиссер умеет так снять, прописать сценарий и потом отснять, смонтировать, что, в общем-то, хорошая картинка визуально воспринимается, когда что-то произошло вроде бы случайно, почему-то мне кроме горшка, падающего на голову, никакой другой пример в голову не лезет, но тем не менее. И череда вот этих тех моментов, человек там повернулся, там остановился, там шагнул в сторону, там туда, и горшок потом мимо. И горшок мимо упал, и вот эта череда неслучайных случайностей к этому приводит. Так вот, в перевернутом значении авторы говорят, что что-то чему-то не соответствует, не совпадает. То есть, о чем идет речь? Все равно вот эти жезлы летят, все равно эти палки летят. Но какой-то из них один, вот он возьмет и зацепит соседний жезл какой-то. И вот все, и сразу каляки-маляки, и сразу какой-то каламбур получается. Один винтик вытащили, одну шестереночку из общего этого механизма, и все рухнуло. Вот как в этом случае, да? Ему же не надо было все здание трясти, ему достаточно было сдвинуть 2 колонны. Это как принцип домино, да? Вот ты одну доминошку валишь, и в итоге она закручивается так, что падают где-то через 100 метров какие-то большие громадные домино. Вот этот как раз принцип здесь в перевернутой карте может прослеживаться, что... А если бы он эти 2 колонны убрал, а здание не рухнуло? Вот не те он 2 колонны сдвинул. Нужно было те 2 соседние, не там его поставили. Другие нужно было колонны сдвинуть. Эти они вообще ни на что не влияли. Он сдвинул их, а там только угол дома так бум, упал и все. И как-то так грустно. И пыли так немножко пух. То есть не было бы вот этого всего фейерверка падающих тел. Вот о чем авторы говорят. То есть действие происходит, жезлы летят, движение есть, силы потрачены, но эффект-результат из-за того, что вот эти вот неслучайные случайности где-то сбились, ты же только что ходила, уже что-то вернулась, они нарушают эту череду, и вроде как карта перевернутая, только с добавлением слова «нет». Да, вот. Так, сядь, пожалуйста. Ты мне мешаешь. Садись спокойно. Так, это может быть что угодно, от несоответствия стандартам отчетности до сексуальной несовместимости или сбоя биоритмов. Попытки решить вопрос силой. То есть, когда вот эти вот жезлы прям не то, чтобы они вот летят сами по себе, либо случаются сами по себе, а человек прямо хочет их пропихнуть, протолкнуть. Или как в случае с Самсоном, тут прямо применение силы. Да, не просто эти колонны случайным образом сложились или сдвинулись, нет, он приложил намеренные усилия для того, чтобы это здание рухнуло. Это не совсем перевернутая карта, это просто пример привел как... Кстати, почему не тот? Очень тот. Если бы были вопрошающие филистимляне, то для них это была бы перевернутая карта. То есть для них как раз и есть Самсон той самой силой, которая явно приложена специально на то, чтобы все это сложить. А вот для Самсона, для евреев,
Иди давай к себе туда. И там сиди. А для игры для Самсона это как раз наоборот. Это вот череда таких вот неслучайных случайностей. Внезапное охлаждение чувств. В такой вот перевернутой карте. Наверное, общим для всего этого является тот факт, что эмоции становятся неуправляемыми и выходят из-под контроля. Это уже скорее как расшифровка, да? Потому что, ну вот, если по этой карте, это наоборот такой взрыв, это, помните, влюбленность, сама по себе любовь витает в воздухе, возможности витают в воздухе. А в перевернутой, то есть так типа вот любовь, а так не любовь. Но еще раз глубже давайте смотреть, да? Тут все равно динамика сохраняется, все равно вот эти вот жезлы, они летят, все равно это все есть. Но из-за рассинхронности, из-за того, что у тебя был плюс, а у меня минус, мы притягивались, а теперь у тебя плюс, у меня плюс. И получается, что мы уже как бы вот отталкиваемся друг от друга. Уже пазлы перекрутились, и вот эта вот выемка, вот с той, эта выпуклость, с той впуклостью уже не совпадает, да, условно говоря. И вот авторы как раз пишут о том, что эмоции становятся неуправляемыми, выходит что-то из-под контроля, и отсюда охлаждение чувств. То есть эмоции, они есть, они никуда не исчезли. Не так, что так эмоциональный, так любовь, а так не эмоциональный, не любовь. Нет, они есть. Их много. Их даже, наоборот, может быть чересчур много. И они могут быть направлены в совершенно другое русло, работать по-другому. И из-за этого идет нестыковка, люди попали мимо друг друга и охлаждение чувств. Или мимо какой-то ситуации. Перевернутая восьмерка жезлов напоминает студента, который просрочил сдачу работы и лихорадочно лепит ее в последний момент. Да? Вот это, наверное, наиболее удачный пример, который надо было сказать сразу. То, что он перестал делать работу, то есть вот так вот все активно, он там прям пишет все, записывает, и так у него порядочно все и систематизировано, и заранее это все делает. А в таком положении ничего не делает. Нет, делает, так же много делает. Но получается из-за того, что он просрочил сдачу, он начинает лихорадочно делать. Он начинает это быстро, начинает спешить, у него все из рук валится. То есть уже какие-то нестыковки, там у него тетрадка порвалась, а там у него паста вот так вот разлилась полностью на весь конспект. А там где-то он крошку пнул ногой, она ему перегрызла провод от наушников, и он теперь не может слушать лекции. Ну вот такие какие-то вещи могут происходить. Промедление первоначальное, да, обращается для студента безумной спешкой, паникой и угрызениями совести. То есть вот когда карта попадает в перевернутом значении, то возможно, что перед этим предшествовало, ну это покажут другие карты, предшествовало наоборот промедление, какая-то прокрастинация, остановка. А потом человек так быстро включился в работу, так быстро, ну что прям чересчур быстро, что привело уже к сбою работы всего какого-то этого возможного отлаженного механизма. Вот так вот. Это вот то, что авторы пишут относительно такого общего восприятия, понимания по карте восьмерка жезлов. Ну, я уже пытался так вот сюда вас переводить, поскольку все-таки мы разбираем карту Гюстава Дере, чтобы была у нас полнее картина с первых, так сказать, разделов. Так, давайте с вами тогда мы сразу перейдем в 8-й зодиакальный дом. Я много информации здесь не собирал. Почему? Потому что мы 8-й дом будем разбирать в старших арканах. Если мне память не изменяет, это у нас будет аркан смерть, это у нас будет умеренность. И вот там мы 8-й дом разберем полнее. Здесь я взял такие некие общие значения, но опять же хочу напомнить, что я пользуюсь книгой Авесолома Подводного, и все-таки он там больше делает упор на личность, на саморазвитие, на проявление какого-то конкретного человека в том или ином доме, то есть как это связано именно с ним. И напоминаю также, что он разделяет любой из домов на 4 уровня развития, на 1, 2, 3, 4. Первый такой самый низовой, 4, я говорю, уровень Бог. И также на то, насколько дом развит у самого человека, насколько он у него сбалансированный, гармоничный, слабый, либо наоборот сильно выраженный, и либо вообще пораженный. Да? Ну, гармонично сбалансированный — это вообще-то одно и то же, я думаю, вы догадались. В общем,
Если мы говорим о 8-м доме, это у нас водный дом, и это у нас Скорпион. Символические управители Скорпион, Плутон, Марс, кульминирует Уран, в заточении Хирон, Венера в падении Луна. В целом я вот этот раздел назвал бы так. Защита эгрегора. Вот как-то больше всего прослеживается по этому дому 8-му. И то, что у нас очень хорошо перекликается вот с этой картой, это защита эгрегора. 8-й дом – это дом рождения и смерти, дом смены эгрегора. Если Скорпион… Давайте так, вот это вот слово эгрегор такое новое, много раз мы его слышали, и вроде как бы понимаем, о чем идет речь, но я отдельно, кстати, не смотрел до этого, не пытался найти какую-то терминологию и объяснение, но то, как я понимаю своими словами, это вот есть какое-то понимание, например, скажем, религии, вот веры в Бога, да, и вот этот эгрегор, скажем так, вот христианский эгрегор, да, вот у человека есть христианский эгрегор, то есть у него есть какой-то определенный набор верований, шаблонов и всего того, что можно отнести к этому христианскому эгрегору. Кстати, он может немножко отличаться от того, какой христианский эгрегор у твоего соседа. В целом, в общем, основные понятия у вас будут одинаковые, а уже в конкретике могут немножко отличаться, но мы сейчас не об отличиях. Эгрегор может быть, там, скажем, какой-то коллективный, в школе свой, в семье какой-то может быть свой, любые какие-то вот такие верования, знания, набор вообще всего, что может касаться какой-то данной темы и ощутимого того, что можно потрогать, увидеть, услышать, и что-то такого, что нужно просто верить, это все может сформировать некий свой эгрегор. И очень часто переход с одного эгрегора в другой может как раз и происходить как вот по смерти, то есть как будто бы простой пример, когда человек меняет веру, религию. Он был христианином, а стал, например, поклоняться Будде, либо как это принял Коран, не знаю, правильно ли я сказал. Если Скорпион управляет общей идеей трансформации и стоит над любыми существенными изменениями, как внутренними, так и внешними, то 8-й дом означает конкретное обстоятельство жизни человека, когда у него происходит смена типа служения. Вот когда мы будем с вами читать историю о Самсоне, то там это будет как раз очень хорошо видно. Когда была вот эта самая смена у него, как по Скорпиону она проходит, по 8-му дому, как смена эгрегоров, были у него пару моментов в жизни, когда он как выключателем их просто перещелкивал. А Весомый Подводный пишет, это, например, вступление в брак и развод, то есть смена семейного эгрегора. Да, человек был женат, он его сменил, стал теперь холостым, либо она стала там разведенной. Перемена места работы, то есть это как увольнение, так и поступление. Поступление или окончание учебного заведения. Перемена рода занятий. Человек был в IT-сфере, а тут он решил пойти лес валить. И, конечно, физические, рождение и смерть. То есть любые какие-то перемены, смены, которые можно было бы по карте, коль вы работаете с картами, то вы прекрасно знаете, что карта смерть, которая в буквальном смысле выглядит как смерть с косой, она зачастую как раз и означает вот такие вот подобные перемены. Но к смерти мы с вами вернемся, как раз когда будем подробнее разбирать этот самый 8-й дом. Но уже сейчас себе делайте в голове заметочки, что по смерти как раз и происходит смена того самого эгрегора. То есть когда жизнь делится на до и после, пусть не вся кардинально, но в конкретной рассматриваемой сфере. Спрашиваем относительно работы, значит тоже будет на до и после разделиться. Спрашиваем относительно учебы, относительно взаимоотношений, относительно любой сферы, любого эгрегора, как пишет автор, это и будет смена, это и будет рождение и смерть, либо и рождение и смерть, то есть как переход из одного в другое. Однако, смена эгрегора, которому служит человек, не обязательно сопровождается изменением его внешних обстоятельств. То есть это может быть и внутренняя смена, и внутренняя трансформация, внутренний переход. Особенно, когда мы говорим о каком-то саморазвитии, которое происходит внутри человека, то это может быть подобно смерти,
Но для всех остальных ничего не меняется внешне. Иногда она происходит в результате психологического кризиса, например, происходящего только во внутренней жизни и сопровождается изменениями, которые порой довольно значительные лишь для внутреннего мира. Это называется посвящением, у мистиков так называется, и порой сопровождается сильными энергетическими и эмоциональными эффектами. Вот тут в скобочках автор объясняет, это явление святых, высоких учителей, то есть любые какие-то такие вот физические проявления для человека, о которых никто мог и не знать, и не слышать, и не ведать, и не видеть. Это только сугубо личное его. Он получил какой-то инсайт, он получил какое-то зрение, какое-то видение, связанное вот как раз его такой вот внутренней напряженной психологической работой и со сменой эгрегора. Под 8 домом идет императивное служение эгрегору, когда у человека практически отключена воля, и он как марионетка находится под его управлением. А также любые моменты сильной связи со своим эгрегором, когда человек ясно ощущает его присутствие и волю. И вот если по вот этой карте совершенно непонятно, о чем речь, вот ты когда ее читаешь, ну, просто летящие палки, и что? Где тут эгрегор, где тут Бог, где вообще это императивное служение, как марионетка? А вот здесь, а вот с Самсоном, это вот прям в точку, это вот то, что есть. Будем с вами читать историю подробнее, но уже, поверьте мне на слово, это вот просто про его жизнь. Императивное служение эгрегору, у человека практически может быть отключена воля. Особенно в этот момент мы смотрим, когда он ценой своей жизни просит Бога, чтобы он ему дал силы, чтобы он сдвинул колонны, убил тем самым себя. Для чего? Для высшего служения, потому что цель его была месть, убить филистимлян, отомстить евреям, отомстить там, народу, который угнетал его народ. И любые, это также любые, по 8 дому, любые моменты сильной связи со своим эгрегором, когда человек ясно ощущает его присутствие и волю. Вот он попросил и получил ответ. Он до этого был бессильный. Его связали, привели, он немощный был. Он не мог сопротивляться воинам, которые связали. Он просит, получает ответ. Как вы думаете, в этот момент он ощущал силу, он ощущал ответ, он ощущал прямую связь со своим эгрегором? Да, конечно, ощущал. Вот оно, вот в этой карте оно и есть. 8 дом вместе с 7, помним, да, 7 дом, это у нас весы, это у нас справедливость. Кто это у нас был? 7 дом. Это у нас был царь Соломон, высший суд, помните Соломона? Так вот, 8 дом вместе с 7 домом управляет войной и действующей армией, особенно в тяжелые дни, когда реальная угроза уничтожения каждого конкретного солдата и армии в целом. А вот в мирное время 8 дом управляет борьбой за мир и вообще идеологией и групповой этикой. Почему я этот момент оставил? Потому что Самсон, он то и делал, что боролся и, можно сказать, вел ту самую войну. Чаще всего в одиночку, но ему, в общем-то, никто другой и не был нужен в виде какой-то армии, потому что он сам мог заменить собой армию. Я не помню, мы не будем с вами явно останавливаться на всех его героических подвигах, их так же много было, как и у Геракла, но не в буквальном смысле, но много. И в одном из них он ослиной челюстью убил несколько тысяч филистимлян. Зачем ему была еще какая-то армия? Он сам и есть та армия в виде одного человека. Поэтому сложно было назвать это время мирным, скорее он работал одновременно уже по 8 и 7 дому. Сильный 8 дом дает человеку непростую жизнь. Это точно про Самсона. От момента рождения и до момента его смерти, да и в целом жизнь его была короткой и яркой, и жизнь его была непростой. В ней будет много ситуаций на краю. Это точно про него. Не обязательно на краю жизни и смерти, а это как раз про него. Но во всяком случае переживаем их как нестандартные и острые. Ну, естественно, автор писал об этом в целом, о жизни обычного бытового человека, когда порой поездка в метро может ощущаться как на краю. Я не говорю о физической какой-то опасности, но вы сами знаете все, что бывают такие какие-то бытовые моменты ежедневные. И ты на 3-й раз думаешь, как-то что-то зачастило, если честно. Ну, у Самсона это буквально было. Постоянно он ходил на острие, на краю лезвия. Может быть, у него будет много кардинальных перемен в жизни.
Может быть, он всю жизнь будет разведчиком и проживет ее в чужой стране, внешне спокойно и безмятежно, но внутри у него не будет мира и спокойствия. Здесь автор хотел показать, что не обязательно, чтобы, как в случае с Самсоном, у тебя прям для всех окружающих была очевидна опасность ежедневная. Нет, ты визуально можешь быть абсолютно спокойным человеком, но если ты, как вот в фильмах, да, многих, работаешь под прикрытием, агент под прикрытием, у тебя там семья, жена, дети, в этом плане и замечательный фильм, я как любитель боевиков, да, он мне понравился. Как же он... Я еще люблю смотреть просто голливудские фильмы, это, по-моему, скандинавское кино, может быть, Британия. Там еще такой персонаж совершенно на вид не морпех, не военный. Такой, я бы сказал, ботан, который в какой-то момент завел семью, у него есть жена, у него есть сын. Но когда случается критическая ситуация, в нем и просыпается тот самый ботан, только в возрасте 45 лет. Когда влезли в дом грабители, как же этот фильм называется? Не помню. Влезли в дом его грабители, и он вместо того, чтобы их там отметили, хотя был шанс, и сын даже там заступился и полез в драку, но он уже взрослый сын, я не знаю, ему лет 15, может быть, было. А он как-то все это спустил на поводу. А потом выясняется, не потом, это, скажем так, развязка фильма, да, такая кульминационная часть фильма, выясняется, что он давно работал там в каком-то отделе, может быть, ФБР или ЦРУ, или какая-то тайная разведка, и работал там прям на острие самых каких-то сложных пиковых ситуаций, зачистки, ликвидации и тому подобное. И, конечно, он мог, не моргнув глазом, убить этих нападавших грабителей. Но он этого не сделал, потому что надо было бороться внутри с собой. Потом он сорвался и во все тяжкие опустился. Это яркий пример того, когда человек может быть визуально таким спокойным семьянином, а внутри у него просто не будет ни мира, ни спокойствия. И так у него и было. Он работал на обычной работе, у него была рутина, по утрам кофе, надо было успеть мусорный бак в машине отвезти, не опоздать на автобус. Так, в общем, рутина, которая затягивает. Но это не про Самсона, да, Самсон чуть другая ситуация. Здесь и внешне у него такая вся бурная жизнь и хождение по краю. Гармоничный 8-й дом дает человека, который может работать сразу на 3 разведки и получить зарплату в 3 разных валютах. И тем не менее, ни разу ничего не спутать в явках и донесениях и умереть своей смертью. Это не про Самсона, как мы уже с вами понимаем. Не было у него гармоничного дома, у него был сильный 8-й дом, не гармоничный, сильный, хорошо прокачанный, явный, очевидный, который нельзя было скрыть, и надо было пронести через свою непростую жизнь, страдать и в конце концов и умереть преждевременно. Проработка дает возможность конструктивной работы в очень острых ситуациях 8-го дома. Буквально спасение людям жизни. Здесь мы это видим про Самсона. Я теперь предлагаю прочесть, собственно, повествование из Библии, что там говорится о Самсоне. Я выделил ряд стихов, на что нам стоит обратить внимание. Я не буду зачитывать, как я уже говорил, все его подвиги. Расскажу от момента его рождения. Значит, сыны Израилевы, с чего начинается глава, что сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, как это часто, в общем-то, и бывает, неудивительно. И за это предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Снова магическое число. В то время был человек из Цоры от племени Данова. Данова имеется в виду Дан, одно из колен Израилевых, из 12. Именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына,
и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Тут стоит пояснить несколько терминов и обратить внимание на пару моментов. Назареи – это те евреи, которые в какой-то момент решили посвятить себя служению Богу, ведя определенный аскетичный образ жизни. Для этого нужно было не стричься, это из таких явных внешних атрибутов, не употреблять вина и ничего из винограда, вообще ничего, и ввести, такой аскетичный образ жизни. Так вот, сын, который должен был родиться у этой женщины, у которой не было детей, он с рождения должен был быть назареем, то есть нельзя его было стричь с детства, и с детства нельзя его было кормить виноградом и производными продуктами из него, и не есть ничего нечистого. Имеется в виду по второзаконию, вспоминаю, что евреи уже вышли из рабства, им уже даны 10 заповедей, им даны уже каменные скрижали и прочие законы. То есть они знали, какие животные считались чистыми, какие нечистыми, что вообще считалось чистым делать, что нечистым. То есть это все было. Просто ангел еще раз говорит об этом, что он с рождения назарей, поэтому следует строго соблюдать библейскую Тору. И он с детства должен быть, как если бы сейчас можно было сказать монах, но монахи, они больше такие совсем отшельники, живут в кельях, живут где-то в монастырях, обособленно. Нет, это человек, в чем-то и сложность, кстати, в чем, точнее, и сложность заключалась, что ты живешь в обществе, ты как обычный, просто, может быть, выглядишь несколько необычно, длинные волосы, да, потому что тебя не стригут с детства. И в компании тебе, когда будут наливать, ты скажешь: нет, мне, пожалуйста, апельсиновый сок. В остальном ты, в принципе, сильно отличаться не мог внешне. А вот внутренне, да, это служение Богу, это соблюдение Его заповедей, чтение Его уставов, законов и так далее. Жена приходит к мужу, ему обо всем этом рассказывает. Муж не то чтобы не поверил, а он сказал, что что же нам вообще с этим сыном делать? Надо, чтобы ангел еще раз явился и нам объяснил все это. И услышал Бог голос мужа и еще раз отправил ангела, и он еще раз объяснил все то же самое мужу, что он пусть ничего не ест, что производит виноградная лоза и т.д. и т.п. И, в общем, спустя какое-то время рождает жена Самсона, рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать на нем в стане Дановым, между Цорою и Эстаолом. И далее говорится о том, что и пошел Самсон, видать, он уже вырос, как-то все детство прошло незаметно для нас. Он пошел в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, то есть не из евреянок, а из иноплеменных. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал. Он пошел и сказал, чтобы взяли ему в жену эту дочь филистимскую. Отец и мать, важный стих, отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случаи отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И первый момент, когда мы замечаем принцип этой синхроничности, неслучайные случайности. Представьте себе на секундочку, что есть обычная еврейская семья, у них рождается сын, пусть чудесным, необычным образом. А тут он вырос, представьте, прошло, например, лет 20 уже. Вы уже вообще могли обо всем забыть. И он делает что вам не нравится. Причем такое кардинальное. Условно говоря, у вас семья юристов в 3-м поколении, а он решил стать профессиональным мотогонщиком. Вообще это ни в какую канву не ложится. Да? Примерно что-то такое было, но только в личных взаимоотношениях. Он полюбил женщину и решил жениться на иноплеменной. Но здесь нам за кадром автор говорит о том, что они не знали, что так Господь уже делал для того, чтобы отомстить филистимлянам. В общем, он идет, берет в жены
Я не буду зачитывать много здесь историй относительно того, что... Так, сейчас. Значит, по дороге он убивает, когда идет на свадьбу, он убивает льва. В один день, в другой день в этом льве заводятся дикие пчелы, он оттуда берет мед, мед ест сам, угощает родителей, и на этом фоне придумывает загадку. Эту загадку он потом загадывает на своей собственной свадьбе. При этом возникает спор, то есть, кто отгадает загадку, то получит от него денежную премию, условно говоря. Если не отгадает, то они ему эту денежную премию дают. Она была, в общем-то, эта премия не маленькая, и поэтому жена его, новоиспеченная, постоянно его упрашивала в течение этой недельной свадьбы о том, чтобы он раскрыл. И так уже упрашивала, что он таки признался. И на следующий день, когда разгадали его новоиспеченные родственники-враги, разгадали эту загадку, он, в общем-то, понял, откуда ноги растут, и сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья и их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. То есть он проспорил 30 перемен одежд, для этого он пошел и убил соплеменников этих же проспоривших, в смысле, кому он проспорил, да, хитростью жена у него выведала, и все. Вот это второй момент, да, на который стоит обратить внимание, может быть, на такую неслучайную случайность. Потом случается, что за эту его жену почему-то тесть его решил, что он уже ушел насовсем, он просто обиделся и ушел, и он, недолго думая, поженил ее на его друге, эту жену. На что Самсон сказал: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, взял факелы, связал хвост с хвостом, привязал по факелу между двумя хвостами, зажег факелы и пустил их в жатву филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. То есть за то, что вот так вот сделал с ним его тесть, он решил отомстить филистимлянам. И он, поняли, да, что он сделал? Поджег их поля. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее». Это уже четвертый момент неслучайной случайности, которая закручивается вокруг Самсона. То есть одни филистимляне убивают других за то, что один из их соплеменников сделал плохо Самсону, за это Самсон на него разгневался, в отместку не ему отомстил, а отомстил целым филистимлянам, выжег их поля и виноградники. Об этом узнали и отомстили теперь тестю. Запутанный такой не треугольник и не квадрат, а какой-то пятиугольник, но это я все читаю для того, чтобы вы понимали значение вот этой восьмерки, вот эта неслучайная случайность. «И пошли 3000 человек из Иудеев к ущелью скалы Этама и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» И сказал им: как они со мною поступили, так и я поступил с ними. И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали: нет, мы только тебя свяжем. Они его связывают, не убивают, то есть они пришли его же соплеменники и связать, они его связывают, передают в руки филистимлян. В целом, да, ситуация выглядит такой однозначной, вроде как бы, да. То есть они наконец-то словили плохого человека, для филистимлян плохого человека, сейчас они его передадут и с ним расправятся. И вот в какой-то момент он ощущает в себе силу, потому что на него не сходит Дух Господень. Веревки, бывшие на руках его, сделались как перегоревший лен, они с него спадают, он находит свежую ослиную челюсть, и этой челюстью убивает 1000 человек.
Снова мы видим очередное стечение обстоятельств. И я уже говорил неоднократно, что Библия – это такой концентрат. Здесь вот из каждого из этих стихов можно снять короткометражный фильм на минут 30. Вот когда его филистимляне, иудеи его находят, они его связывают, передают филистимлянам, а он в какой-то момент разрывает веревки и убивает 1000 человек челюстью. И вот это вот, с одной стороны, то, как ситуация выглядит вроде бы плохой, а в итоге она оборачивается хорошей. То есть события, которые вначале казались одними, они потом развиваются совершенно по-другому. И это снова какая-то идет череда неслучайных случайностей. Казалось бы, он мог просто пойти их убить, но нет, он должен был сначала быть схвачен, преследуемый, потом схвачен, его должны были связать, кому-то передавать, перевозить, те его куда-то везли, там он разрывал веревки и их поубивал всех. Следующая история. После этого всего он захотел пить, страшно ему мучила жажда, и он взмолился Богу и говорит о том, что я вот остался жив, от рук врагов моих не пострадал, а сейчас умру от жажды. В этот момент пробивается источник воды, и он пьет воду, то есть там, где, в общем-то, воды и не должно было быть. Ну, естественно, говорится о том, что это сделал Бог. Тоже мы видим такую вот, во-первых, не случайная случайность, но не это я хочу сказать. А помните, мы по 8 дому читали вот эту прямую связь человека по 8 дому с эгрегором, с высшими силами, когда он ощущает напрямую эту связь. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь встал, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. Очень много стихов написано о любви между Самсоном и Далидой. И фильмы, которые, если и сняты, то обязательно там будет эта любовная история. Естественно, что об этом узнают филистимляне. Они к ней приходят и говорят, чтобы она выведала и узнала, в чем же его сила. Она, естественно, говорит об этом Самсону. Тут так написано, говорит, мы понимаем, да, при каких это обстоятельствах, при каких условиях два влюбленных человека друг с другом могут находиться в какой-то интимной близости. И она у него выведывает, пытается узнать, в чем же его сила. Мол, надо это для того, чтобы любить тебя крепче и лучше тебя понимать, и чтобы вообще между нами была какая-то такая связь. Выведывает, одним словом. Я не буду говорить, что это происходит не за один раз, и каждый раз Самсон наступает на одни и те же грабли, когда он ей говорит неправду, как будто бы подозревая в том, что с ним что-то может случиться, и потом таки случается, и прибегают филистимляне, которым он всем в рыло дает. И, естественно, в какой-то раз он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назирей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». И она понимает, что вот, наконец-то, он сказал правду. И она его усыпила на коленях своих, то есть гладила ему волосы, шептала ему какие-то слова нежности и всякие приятности, и велела, призвала человека, то есть он насколько крепко спал, да, призвала человека и велела ему остричь 7 кос. У него было 7 кос. Она ему велела, этому человеку, который подошел, срезать все эти косы. Он начал ослабевать, и отступила от него его сила. Она сказала: филистимляне, идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. Но не знал, что Господь отступил от него. Это уже по счету, я сбился со счета, да, такая 10-я неслучайная случайность, когда он оказывается в ситуации, когда от него уже сила божественная отступила, и он попал в совершенно дурацкое положение, когда связался с женщиной, в которую он безумно влюблен, а которая не любит его, и которая была готова его предать.
В общем-то, что она и сделала, состригла волосы с него, он потерял свою силу, пришли филистимляне, они забирают его, они ему выкололи глаза, привели его в Газу, оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. То есть он просто в них работал как раб. Обессиленный, как обычный человек, с выколотыми глазами, совершенно обесчещенный. И все, ради чего он жил всю свою жизнь, ради чего он стремился, для чего он был рожден, для того, чтобы освободить свой народ от угнетания филистимлянами, это уже на секундочку 40 лет длилось, получается, что в одночасье он это все загубил. И владельцы филистимские, мы понимаем, что это знать, это значит владельцы, не просто знать, это те, кто... Я не знаю, почему так написали владельцы, почему не написали там цари, не написали князья, владельцы. В любом случае, это те, кто владел теми землями. Они собрались, чтобы принести великую жертву некому Дагону, это их бог, и повеселиться. И сказали: Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Также и народ, видя его, прославляли Бога своего, говоря: Бог наш предал в руки наши, врага нашего, и это вот все. И когда развеселилось сердце их, они прям так уже в этом празднике, им так хорошо и замечательно в этом дворце, и вина уже, возможно, много выпили, просто им стало хорошо, им хотелось уже зрелищ каких-то. Они говорят: давайте, зовите Самсона, пусть он нас позабавит. Смешно же, да? Некогда такой могущественный, здоровый мужик, а теперь слепой, со стриженными волосами и совершенно немощный. Можно и пнуть его, и позабавиться. Они его позвали из дома узников, и он забавлял их. Поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, ибо он слепой был: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Вот эта фраза, на которых утвержден дом, есть такое понимание краеугольный камень. Что такое краеугольный камень? Это камень, который стоит во главе угла. То есть считается, что если его вытащить, это как фундамент, как если бы лишить дом фундамента, он весь рухнет. Вот краеугольный камень аналогично. Не совсем, чтобы ты его вытащишь, дом развалится, но имеется в виду, что он как основа, то есть на нем дальше все строится, без него не пошло бы ничего дальше. А вот эти вот колонны, как он сказал отроку, на которых утвержден дом, то есть на которых он построен, на которых он держится, он явно имел в виду вот эти самые основательные колонны. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. Не знаю, насколько преувеличены цифры относительно количества там собравшихся, потому что даже по современным меркам, если представить себе огромный торговый центр, который в дни Черной Пятницы может быть наполнен битком, набит людьми, и то наберется ли там 3000 человек? Давайте не будем подвергать сомнению количество филистимлян, которые в этот момент собрались. Важно для нас что? Важно для нас, что там собрались владельцы земли филистимской, там собралась вся знать, там собрались сливки общества, там собралось, в конце концов, очень много человек, очень много людей, филистимлян. И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи, Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои. И вот помните, да, связь напрямую по 8 дому с эгрегором. И не только мы и в 8 жезлов об этом читали тоже. И он обращается напрямую, он получает ответ. Помните, как я приводил пример с тем, как в детстве каждый из нас там мог молиться, например, да, просить чего-то: Боженька, там, пусть мне живот не болит, я буду всегда слушаться маму, я никогда больше там не буду делать то-то, а буду делать то-то. Потом, конечно, живот переставал, и ты об этом забывал благополучно. И снова ел грязными руками. Так вот, Самсон тоже, он обращается к Богу, он верит в то, что он ему поможет. И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своей, в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей.
И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. 20 лет Самсон был судьей Израиля. Я насчитал 15 таких вот, может быть, ключевых, неслучайных случайностей, которые происходили в жизни Самсона, которые привели к одному единственному. К тому, что он, может быть, тут так и не сказано, что он освободил прям народ Израиля, но как минимум он в одночасье, в один момент убил филистимлян больше, чем при всей своей жизни, при всех подвигах вместе взятых. Мало того, не обычных людей, а убил знать, убил верхушку, убил именно тех, от кого зависело отдавать приказ о тому, чтобы угнетать народ Израиля, чтобы собирать дань, чтобы подчинять их себе, чтобы держать их как рабов, или нет. И вот, глядя на всю жизнь Самсона, с точки зрения верности его Богу, можно было бы сказать, что не вполне верно было сердце его Господу. А вот с точки зрения карты «Восьмерка жезлов» и череда неслучайных случайностей, то, как по мне, он только к этому и шел, только это и надо было. Я здесь вспомнил пример, к сожалению, я не помню, как называется этот прием боя у японских самураев. Если память не изменяет, он возник так. Много веков назад, когда были самураи, убивают мужчину, который внес воинскую службу. Убивают не очень справедливо. Сын, зная об этом, он еще был совсем малолетним пацаном, зная об этом, он затаил в своем сердце обиду и месть, чтобы пронести их сквозь всю жизнь. И он в течение всей своей жизни оттачивал один единственный удар, который позволял во мгновение ока быстро выхватить меч, катану, поразить противника, успеть смахнуть кровь с катаны и вернуть чистый меч, чистую катану обратно в ножны. И все должно было произойти моментально, так, чтобы никто даже не успел увидеть, как это происходит, чтобы это был удар наверняка, один единственный. Он тренировал его всю свою жизнь, до тех пор, пока он поступил на воинскую службу, не столкнулся лицом к лицу с тем военачальником, который когда-то убил его отца. И вот в один прекрасный день он совершает этот свой знаменитый удар, когда он выхватывает меч из ножен, наносит удар и возвращает его обратно в ножны. И это все происходит за долю секунды. И вот эта вот череда, неслучайных случайностей, здесь чуть о другом, я хотел сказать, что вся жизнь человека, этого пацана, была построена и вращалась вокруг того, чтобы сделать вот эту одну вещь. Так вот, жизнь Самсона теперь и выглядит так, как если бы он только для этого и был подготовлен изначально. Помните, еще по 8 дому мы говорили с вами о жертвенности, мы говорили о том, что вот такой вот герой, когда у него 8 дом сильный. Помните, он может быть сильный, он может быть слабый, он может быть гармоничный, а может быть пораженный. Увы, у Самсона не был гармоничный дом, у него был сильный дом. А сильный дом, он подразумевает трудный путь героя, он подразумевает путь постоянного хождения по краю. И даже если это не явно как вот «Крепкий орешек», в фильме, где постоянно какая-то стрельба, борьба, а это может быть некий какой-то шпион, у которого внутренняя постоянная борьба. Но вся жизнь его подвела к тому, что нужно было сделать вот это. Возможно, мы еще вернемся, чтобы каких-то пару моментов сказать по этому. Но сейчас я бы хотел с вами посмотреть, знаете что? Я хотел посмотреть вот синхроничность, что это такое, и посмотреть кайрос. Знаете, почему кайрос? Я просто вспоминаю, что я не включил в описание по 8 жезлов, куда я его уже спрятал.
Я по 8 жезлов не включил в описание само это значение кайрос, потому что по вот этой карте это как раз и обозначает, авторы пишут кайрос. И вот понятие кайрос и хронос очень тесно связаны с этой картой. Так вот, что же такое кайрос и вообще какое он имеет отношение к этой карте? Вот давайте мы с вами и познакомимся. Кайрос – это, во-первых, Бог. Вот вы видите его изображение. Он выглядит несколько смешным, но есть у него пару таких вот отличительных особенностей, на которые нам стоит обратить внимание, чтобы понять, за что этот Бог отвечает, что он должен делать и чем он может одарить человека. В общем, есть такой небольшой диалог. Значит, Церус или Кайрос, это пока еще не диалог, известен как бог возможностей, благоприятных моментов и удачи в греческой мифологии. Считается, что он контролирует происходящее в нужный момент, следовательно, предоставляет возможность. Понятно, да? Вот очень это все созвучно с нашей картой, что с одной, что со второй. Там возможность предоставил сам Господь Бог, но греки верили в других богов. И далее идет диалог между зрителем и изображением этого бога Кайроса. Зритель спрашивает, кто скульптор и откуда он? Он был из Сикиона. Зритель, а как его звали? Лисип. А кто же ты? Возможность, Кайрос отвечает, возможность, которая правит всем. Зритель, почему ты шагаешь на носках? То есть, почему ты ходишь на носочках? И мы обращаем внимание, что этот бог, он ходит на носочках, на цыпочках. Он отвечает, я все время бегу. То есть, он бежит на цыпочках. Почему на цыпочках? Потому что тихонько. А зачем тебе крылья на ногах? Я летаю, как ветер. А почему ты держишь лезвие в правой руке? И у него там видно лезвие, а на лезвие, то есть, имеется в виду нож, с острым лезвием, а на лезвие у него еще и весы. То есть мы себе сами, так или иначе представляем весы такие аптекарские, либо весы в древности, которые, они должны иметь точку опоры, такую достаточно основательную, в виде какого-то, может быть, стержня, проходит перекладина и 2 чаши весов. И можно ложить какой-то вес и эталонные грузики, либо там 2 каких-то вещи, которые вы хотите уравновесить. А так вот, у него вот эти самые весы, они расположены... Сейчас, секунду. Они расположены у него на лезвие. То есть в этом есть тоже особенность. Почему ты держишь лезвие в правой руке? Он говорит, это знак людям, что внезапность моего появления резче, чем острота любого лезвия. А твои волосы, почему их пряди нависают над твоим лицом? Мы видим у него такой прям хохолок такой, чубчик спереди. А он отвечает, чтобы тот, кто повстречает меня, мог ухватиться за них. Во имя Зевса ответь, почему твой затылок лыс? Он говорит, чтобы ни один, пропустивший меня, бегущего на крылатых ногах мимо, не смог бы схватить меня сзади, даже если бы и хотел. И мы понимаем, что если ты смог с ним встретиться лицом к лицу, то ты, как говорят, схватил удачу за хвост, то ты схватил бога Кайроса за его чуб, ты смог его поймать за волосы. А вот если он просто мимо пробегает, то есть он не к тебе, он мимо бежит, или сзади, то есть ты упустил момент, он уже ушел, то все, упущенный момент ты не схватишь, он сзади лысый, то есть за что бы ты его не хватал, не схватишь, не за что схватить его. А на цыпочках почему? Да, потому что тихо идет, ты не поймешь момент его приближения. Совершенно внезапно, совершенно неожиданно. Не знали те 3000 филистимлян, что Самсон сдвинет эти колонны, точнее раздвинет, и дом рухнет. Внезапность, на цыпочках подкралось это все событие. Так. Сейчас, секунду. Зачем скульптор создал твое изображение? Ради тебя, путник, и поместил меня у входа в назидание.
Кайрос и Хронос. Вот Кайрос и Хронос означают время на древнегреческом языке, но в разных контекстах. Если бы с Хроносом, с хронологией, да, с понятием времени мы, в принципе, так или иначе знакомы, Кайрос был определен как противоположность Хроноса. Вроде бы и то время, но Кайроса не волнует хронологический порядок времени, календарей или даже часов. Его представляли как Бога благоприятного времени. Он представлял нечто неопределяемое временем, а нечто неопределенное, удобно переживаемое или момент, например, когда происходит что-то особенное. И он носит именно качественный характер. Вот видим, что вроде бы и Хронос, и Кайрос говорят о времени, но это разное время. Хронос – это просто накопление времени. Это наше привычное время, это некий опыт, какой-то старец, который дожил до 85 лет, вот это вот воплощение Хроноса. А Кайрос – это молодой юноша, он в других преданиях описывается как молодой юноша, который появляется внезапно может исчезнуть, и ты можешь только в какой-то единственный определенный момент схватить его. Почему весы? Мы с вами прекрасно понимаем, что весы, которые присутствуют у многих мифических богов, которые присутствуют на некоторых картах Таро в традиционной колоде Уэйта, они обозначают справедливость, так же как меч, например, там неукоснительно, помните, карта справедливость, да, меч и весы. То есть подразумевается, что будет все справедливо взвешено, никого не обвесит, все будет четко, как в аптеке, а меч, что за этим следят, это будет неукоснительно, не получится увернуться. Здесь, конечно, нож не намекает на то, что будет какое-то наказание, либо возмездие, либо что за этим кто-то наблюдает и добьется справедливости, но сами по себе весы, они отсылают нас немножко к Сатурну и отсылают нас к Хроносу, когда есть причинно-следственная связь. То есть появление хоть и внезапно происходит этого самого Кайроса, но оно по каким-то божественным принципам, то есть благодаря этим чашам весов. Возможно, так много накопилось твоих просьб, так много накопилось молитв, что чаша весов начала перевешивать, и чтобы ее уравновесить, тот самый Кайрос должен явиться и дать тебе возможность схватить его за волосы и попросить того, чего тебе надо. Сдвинуть колонны, чтобы упало здание. Время Хроноса... Нет. Между тем, Хронос – это количественная форма времени, представляющая время как порядок, последовательность или что-то, что можно измерить и всегда движется куда? Вперед. Что временами можно считать жестоким. Да, вот по Сатурну, по Хроносу есть такая скоротечность времени, но мы понимаем, что время линейно, оно движется только вперед, оно не может двигаться назад, влево, вправо и как бы то еще ни было. И в этом его есть одновременно и прогнозируемость, это удобно, можно планировать, но с другой стороны это и жестоко. Ты завтыкал, может быть, пропустил лет 15 своей жизни, назад уже не отмотаешь, не вернешь. И мы живем в ритме того самого Хроноса. А во время Хроноса следует порядку, в котором происходит событие. А Кайрос, напротив, заботит качество того, как мы проводим момент в это особое время. Кайрос может прийти к тебе в любой момент. Ты можешь упустить 15, ты можешь упустить 20 лет жизни, ты можешь упустить все свое время, пока ты был судьей в Израиле. И все тебя могли бы считать никчемной судьей. Никчемным, потому что хоть ты и сильный, хоть тебе никто и слова против не скажет, но за твоей спиной могли шептаться и говорить о том, что ты полюбил вначале одну филистимлянку, тебя обратанули, потом ты полюбил другую, некую Далиду, которая тебя столько раз обманывала. И много раз можно вообще говорить о том, что ты пропащий и никудышний, и не ходишь по заветам и путям Господа. И в этом есть какая-то правда, действительно. И по Хроносу это выглядит именно так, как упущенное время, которое никогда не вернешь. Но в один момент приходит к тебе Кайрос, ты хватаешь его за его хохолок и говоришь, трясешь его и говоришь, мне надо, вот прямо сейчас я тебя словил. Ты обещал, ты говорил, что если я поймаю, то ты выполнишь то, что буду тебя просить. А я тебя прошу, дай мне сейчас одну единственную возможность, один единственный шанс. Дай мне силы, чтобы я эти колонны сдвинул, и выполнил то, ради чего я жил всю эту жизнь. И это случается. Это могло никогда бы вообще не случиться по Хроносу. Даже если бы человек планомерно каждый день убивал по 10 филистимлян, не набрал бы он 3000 человек.
тем более знати. А Кайрос вот так вот. В общем, эта карта говорит Кайрос. Вот так вот. Не Кайрос, то есть не время, не будет счастливого стечения обстоятельств, лысину тебе свою покажет, не будет за что ухватиться, а вот так Кайрос. Вот так по Самсону. Это именно тот момент, тот счастливый случай. И вот только от тебя сейчас зависит, сможешь ли ты схватить и сформулировать, и сказать, готов ли ты сейчас сказать, был ли готов Самсон. А ведь он мог, закончился бы праздник, его бы отвели обратно, зажили бы рано. Глаза, конечно, не вернешь, потихонечку там волосы бы отросли, там, может быть, в конце концов, он еще молодой был. Сколько ему там было? Лет 40 максимум, наверное. Как-то оно стерпится, слюбится, перетопчется, там, может быть, какой-то бы царь возник в Израиле, либо новый судья, и его бы освободили, как национального героя. Нет, этого не происходит. Он готов был к тому, чтобы этот Кайрос к нему пришел. Помните, это счастливое стечение обстоятельств. Вот это вот все, что летящие жезлы. А будешь ли ты готов к тому, что это к тебе сейчас придет? А готов ли ты принять эту любовь, которая к тебе придет? А готов ли ты принять эту новую работу? А готов ли ты принять эти перемены, которые могут нагрянуть внезапно? Ты к этому вообще готов? Если ты Самсон, то ты готов. Конечно, от нас не требуется лишать себя жизни, понятное дело. Но важно понимать, что если ты что-то просил там, или если, может быть, Кайрос просто решил тебя посетить и появиться перед тобой внезапно, ты его схватил и вытребовал у него желание и его скорейшее исполнение, будь готов его принять. Ведь Самсону могла бы даже быть дана сила, а он бы потом передумал, опустил руки и не сдвинул бы эти колонны. И такое могло быть. Вот так вот. Можно еще посмотреть на вот эту картину. Здесь мы что видим? Мы видим того самого Кайроса. Видим мы его весы, которые он держит на лезвии. Видим крылья, не видно в него ног. Есть какие-то атрибуты в виде чего? В виде какого-то шлема, в виде кувшина с елеем, пару шлемов. Не знаю, к чему это. И эта часть какая-то обрезана, там нога еще второго бога, поэтому не совсем могу откомментировать относительно того, что там еще показано. Вот Кайрос в виде барельефа. Также мы видим, что он на таком вот лезвии, видите, здесь лезвие в виде полумесяца, как такой какой-то ножик для нарезания сыра, что ли. Держит весы. Он также с крыльями, у него также лысая макушка и длинные волосы спереди. И ноги с крыльями, и тоже, здесь не совсем показано, на цыпочках идет, но мы сами помним, что он крадется на цыпочках. Он идет тихонечко-тихонечко, чтобы нельзя было Важно, чтобы он отличался от Кроноса, чтобы нельзя было спрогнозировать, когда он появится, нельзя было понять, когда же он придет. Это должно быть внезапно. Он тихонечко подкрался, и ты должен словить момент, схватить его за волосы и просить то, чего тебе надо. И давайте с вами еще посмотрим синхроничность. Что это такое, что за синхроничность и как она вообще связана с нашей картой. Хотя, я думаю, вы уже косвенно... Куда ты бежишь? Косвенно вы уже поняли, мы это слово неоднократно с вами слышали. Мы соединяем 30 спиц и называем это колесом. Но именно от места, где ничего нет, зависит полезность колеса. Не совсем понятно, да, о чем речь? Второй пример. Мы превращаем глину в сосуд, но именно от места, где ничего нет, зависит полезность сосуда. Мы пробиваем двери и окна, чтобы сделать дом. И именно от этих пространств, где ничего нет, зависит полезность дома. Следовательно, точно так же, как мы пользуемся тем, что есть, мы должны признавать полезность того, чего нет. Уловили теперь суть, да? Двери и окна, то есть проемы в доме, это нечто несуществующее. Это то, чего нет, это кусок стены, который отсутствует. Если мы говорим о кувшине, каком-то сосуде, мы говорим о банке, в которой налито молоко, полезность этой банки, это звучит глупо, я понимаю, полезность банки в пустоте.
в том, что там внутри ничего нет, она не заполнена банка стеклом либо керамикой, там пустота. Но полезность в этой пустоте, так же как колесо со спицами, полезность в том, что оно создает некую какую-то форму пустую. Сложно это представить, да, потому что эти спицы, они твердые, они поддерживают круглую форму колеса, но имеется в виду, что колесо как таковое круглое за счет того, что там ничего нет, пустота в пространстве между спицами. Хотя колесо может быть и сплошным. Давайте так, пример с колесом я считаю не самым удачным, а вот с кувшином и с дверными оконными проемами прям то, что надо. И, соответственно, если мы признаем полезность того, что есть, полезные стены, то почему мы отрицаем, что отсутствие какой-то части чего-то не может быть таким же полезным? И это как раз, естественно, что до Карла Густава Юнга существовало понятие синхроничности, но он прямо вот ей начал придавать особенное значение. Несмотря на то, что термин синхроничность на первый взгляд предполагает одновременность, Юнг использует его в гораздо более широком смысле, относя к любой нефизической, то есть неочевидной взаимосвязи событий, независимо от их разделенности во времени и пространстве. Еще раз, да, уловили момент, что Юнг в более широком смысле наблюдает и описывает какую-то неочевидную взаимосвязь событий, независимо от того, насколько они разделены что во времени, что в пространстве. Как в случае с Самсоном, это вообще вся его жизнь длилась. Он был судьей 20 лет, возможно, он в 20 лет стал судьей, может быть, в 25, может быть, в 29, может быть, в 15, кто знает. Но в любом случае вся его жизнь, она состояла из череды каких-то событий, они были растянуты. От самого первого момента, когда говорится о том, что он решил себе взять в жены филистимскую девушку, и уже тогда, родители не знали, но уже тогда было написано, что Господь сделал так, чтобы вот это все закрутилось, завертелось. Введение синхроничности Юнг использует при рассмотрении различных спорных с точки зрения современной академической науки явлений и теорий, объясняющих эти явления: телепатии, астрологии, странных совпадений, ясновидения, действия магических практик, поведения пчел и даже переживаний пациентов в состоянии клинической смерти. Ну и, конечно, извечный вопрос, вот мы с вами, как тарологи, задаем, а откуда вообще берется вот эта информация? Ну, понятно, что у каждой карты есть значение, а как мы эти карты вытаскиваем? Кто? Почему? Скептики, конечно, могут сказать, что да, практически любую карту можно вытащить, ее трактовать под это событие, притянув за уши. Но мы с вами прекрасно знаем, кто практикует с картами, насколько часто могут выпадать одни и те же карты, либо буквально в смысле одна и та же карта после многочисленного тасования, после перекладывания колоды, когда ты берешь другую колоду. В общем, вот это вот явление того, как карты выпадают, или как ты их вытаскиваешь самостоятельно, остается большой загадкой и вопросом. И вот принцип синхроничности как раз и призвана, если не объяснить, почему это происходит, то хотя бы описать этот процесс. Как и ряд других процессов, когда мы говорим о телепатии, астрологии, вообще в целом череда каких-то странных совпадений. Вот это все как раз об этом. И здесь я подобрал еще один пример с «Титаником». Все, что касалось «Титаника», было исполнено совершенство. Однако ни двойное дно, ни 16 водонепроницаемых отсеков, ни передовое радиооборудование не уберегли непотопляемого гиганта от быстрой смерти. 14 апреля настал 4-й день грандиозного путешествия на «Титанике». Казалось, что океан благоволит необъятному судну. Ясная погода и праздничное великолепие, царящее на корабле, едва ли смогли спровоцировать беспокойство и опасения. Однако трагическому финалу предшествовало несколько фатальных недоразумений. Вот пару фактов относительно «Титаника» еще. Чтобы сдвинуть «Титаник», с места на стапель нанесли 23 тонны паровозного масла, рыбьего жира и жидкого мыла. То есть для того, чтобы только сдвинуть сам «Титаник», 23 тонны потребовалось жира.
На секундочку, какой же это был год? 1900, не то 2, не то 12, я, к сожалению, нигде не записал, но это более 100 лет назад было. Длина «Титаника» равна длине 3 кварталов. Высота двигателя – высоте 3-этажного дома. Только один двигатель. А винт по улицам города тащила упряжка из 12 самых сильных лошадей. Только винт от двигателя точила упряжка из 12 лошадей. Роскошный обеденный зал с арочными окнами, парадные лестницы с изысканными деревянными перилами, огромный стеклянный купол, пропускающий дневной свет, плавательный бассейн, турецкие бани, курительный салон и внушительных размеров библиотека. Внутреннее убранство корабля, скорее напоминающее дворец. А вот дальше череда неслучайных случайностей, да, я уверен, это далеко не все, это те, которые вот удалось подобрать. Одна из таких досадных случайностей стала потеря ключа от шкафа с биноклями, которыми пользовались смотрящие в так называемом Вороньем гнезде. Это наблюдательный пост над марсовой площадкой корабля. И понятное дело, что заметить айсберг не было возможности, то есть он вовремя не был увиден. Второй момент. Получив несколько предупреждений об айсбергах и ледяных полях от проходящих мимо пароходов, капитан Смит не сразу передал полученную информацию своим офицерам. Вместо этого он поделился радиограммой с неким Джозефом Исмеем, который, по слухам, настаивал на поддержании максимальной скорости. То есть он вместо того, чтобы поделиться с теми офицерами, от которых зависело что-то в данный момент, он поделился с тем человеком, который и так говорил: давай, полный газ врубай, чтобы мы побили мировой рекорд. Третья неслучайная случайность. Тем не менее, капитан Смит попытался избежать ледовой опасности и приказал держать курс на юго-запад. Ну так, чтобы наверняка аж проскочить. Таким образом, лайнер проплывал южнее привычного маршрута, ну, чтобы там точно не было ледника, айсберга. Южнее, теплее, в смысле, правильно? Однако и это решение стало роковым для «Титаника». Дело в том, что впервые за много лет ламбрадорское течение также изменило свой маршрут, отклонившись к югу и прихватив за собой несколько сотен айсбергов. Если бы он плыл по привычному маршруту, ну, запланированному, то течение лабрадорское и «Титаник», они бы разошлись. И все эти айсберги, которые холодное течение за собой тащило, они бы прошли мимо. Но нет, по какой-то непонятной случайности он отклоняет маршрут на юг и попадает в это течение. Следующее, 4. Шлюпки были рассчитаны лишь на 1178 человек. Это, если память не изменяет, менее половины всех. Пассажиры первого класса удара об айсберг не ощутили и спасаться не торопились. Они не знали, никто их не предупредил, просто не знали. 6. Пассажиры понятия не имели, как должна проходить эвакуация. В то последнее утро учения по использованию шлюпок были отменены. То есть должны были быть учения, а их отменили. Почему? Непонятно. Кто за этим стоит, тоже не ясно. 7 пункт. За первый час корабль покинуло всего 180 человек. Менее 5%. Всего 180 человек. Шлюпки уплывали полупустыми, так как команда «Титаника» даже не была осведомлена об их максимальной вместимости. 8 момент. Охрана, которая не предполагала смертельной опасности, отказывалась отпирать решетки, отделявшие их от помещений 1 и 2 класса. Между классами были решетки, ну типа бизнес-класс, а там 2, 3, вы челядь, вам не положено ходить по палубам, где будут гулять бизнесмены и знать решетки. Вот эти решетки никто не открывал, потому что... Прочитали почему. Так, 9 момент. Пароход «Калифорния» проигнорировал белые ракеты, выпущенные с лайнера. Единственный радист на корабле в это время крепко спал. Конечно, этих пунктов намного больше. Я, честно говоря, их всех не помню, а те, что мне удалось найти, вот они перед вами. Но, в общем-то, вот эти вот неслучайные случайности, этот принцип синхроничности, когда, казалось бы, разрозненные события потом являются шестереночками и звеньями одной цепи, они могут быть в разное время, в разных местах,
Знаете, это знаменитая пословица, что взмах крыла бабочки на одном конце континента может привести к цунами на втором. Вот, наверное, это принцип синхроничности как раз здесь и в этой пословице заложен также. И в целом я должен даже сказать, я постараюсь сделать монтаж так, чтобы для ваших глаз это было незаметно, но должен сказать, что разбирая эту восьмерку жезлов, я тоже сталкиваюсь с принципом синхроничности. Не скажу, что каждая лекция проходит гладко, иногда что-то там надо будет заметить, что-то отключилось там, но сегодня прям этого много. Телефон забыл выключить. Были какие-то звуки, приходящие смс. Колонку забыл выключить. Был слышен звук приходящих сообщений на сайте с компьютера. Сзади светильник, который у меня стоит, поменял одну батарею, потому что та села. Поменял вторую, села. Поменял третью, она села, и сейчас я поставил четвертую. И на ней малый заряд, мне пришлось прикрутить освещение, чтобы оно хоть как-то создавало фон. Это, конечно, мелочи, досадные мелочи. Они, по большому счету, могут совершенно не влиять на качество изложения материала. В этот момент еще бегали коты. Один, потом второй. Что тут еще было? Думаю, что-то еще было. В принципе, еще... конечно, было. В какой-то момент я вещаю на камеру, замечаю, что не горит индикатор на самой камере. Я думаю, замечательно. В один из разов, когда я вставал полчаса назад и менял батарею, наверное, я выключил камеру, включить забыл. Пришлось встать, переслушать запись, понять, на каком моменте случился обрыв. Я убедился, что я, к счастью, не забыл ее включить, я ее включил, но просто переполнилась карточка, а я обычно ее форматирую перед каждой новой записью. Я сейчас ее не форматировал. Я вставил другую карточку, она у меня есть, такие вот большие, кому интересно. И это, наверное, вот все то, что я пока вспомнил, и это еще на самом деле монтаж не был, и еще неизвестно... Знаете, мне напомнило Николая Гоголя, который, когда писал «Вий», по-моему, с ним тоже какие-то вещи происходили. Может быть, в этом что-то есть. В том, что когда я говорю о принципе этой самой синхроничности, она мне высшие силы, эгрегор, Бог, абсолют, вот все, что с этим связано, они мне говорят: дружище, ты же сам прекрасно знаешь, как это все работает. Давай мы тебе сейчас поможем провести этот урок так, чтобы ты наглядно прочувствовал принцип синхроничности. Я не удивлюсь, если там, может быть, еще и микрофон не пишет или еще какие-то моменты. Не то чтобы я расстраиваюсь. С другой стороны, в конце концов, я вовремя заметил то, что перестала записывать камера. Я же мог это сделать в момент монтажа, когда я уже бы весь урок свернул. И, не то чтобы мне это не давало возможности заново проговорить еще лишних час, но не хотелось бы. Поэтому продолжаем вещать дальше. Принцип синхроничности, мы его поговорили, рассмотрели, поняли, что это и как это и почему это. Давайте мы тогда сейчас с вами перейдем в значение. Так удивительно, необычно говорить заново снова те вещи, которые ты говорил полчаса назад. И посмотрим, как у нас проигрывается эта карта в наших 4 сферах нашей жизни. Напоминаю, что мы ее разделяем так же, как делится Таро на масти. Жезлы – это у нас социум, развитие, карьера, вот в этом всем русле. Наша связь с внешним миром, то, как мы развиваемся в нем, как мы себе рекомендуем, как мы строим карьеру. Карьера и работа чаще всего. Кубки – это взаимоотношения с близкими людьми. Чаще всего мужчина-девушка, парень-девушка, муж-жена. Понятное дело, что это могут быть 2 близких друга, это могут быть дети и родители, но чаще противоположные, влюбленные, либо не очень пара. Пентакли. Пентакли – это у нас сфера денег. И я уже неоднократно говорил, что, естественно, это не только деньги, это в целом весь наш материальный физический мир, но в картах оно так, практика показывает, что чаще всего касается так или иначе каких-то финансов или в чем-то выраженные финансы в виде недвижимости, в виде
каких-то буквальном смысле денег, в виде каких-то инвестиций, вложений. Но и в целом, может быть, имеет смысл, кстати, я не помню, говорил я на предыдущих лекциях или нет, что в целом, если мы говорим об обращении с деньгами, то способ обращения с ними можно разделить на 3 группы. Это умение зарабатывания денег, умение их сохранять и умение их приумножать. И помня вот этих вот 3 составляющих пентаклей, можно также понимать, как это в какой сфере будет проигрываться. В виду наша 8, да, в чем там. Она в сфере зарабатывания, в сфере сохранения. Что у нас за зарабатывание? Мы ходим на работу. Что такое сохранение? Это значит разумное распределение бюджета. Потратить меньше, чем ты заработал. И чем меньше ты потратишь, чем ты заработал, тем больше тебе будет маржа, разница. Это вот сохранение денег. То есть задача сохранить как можно больше денег. Что такое приумножение? Когда деньги просто лежат, они просто лежат. Но ты их можешь приумножить. Как приумножить? Пустить их в оборот, что значит пустить в оборот? Самое простое, всем понятное и банальное, положить на банковский депозит под процент. Есть ряд других способов, это инвестиции. Они могут быть сопряжены с теми или иными рисками. И, соответственно, вот когда мы говорим в буквальном смысле о пентаклях, о деньгах, имеется в виду, то мы с вами подразумеваем 3 момента. Зарплата, сохранение, то есть управление своим бюджетом, на что мы потратим деньги, а на что мы их тратить не будем. И инвестирование денег, во что мы их вложим, во что вкладывать не будем, с каким риском для себя и так далее. Надеюсь, объяснил. И 4 сфера – это у нас мечи, это какие-то прямые наши действия, то, как мы действуем, это наше саморазвитие, то, как мы себя внутри ощущаем, как мы себя прокачиваем, как мы растем сами над собой, как мы создаем свою версию лучшего «я» по сравнению с вчерашним, позавчерашним днем. Итак, по жезлам. Такие вот ключевые слова. Вообще, в целом, да, вот глядя на эти карты, помните, есть несколько ключевых слов, которые применимы везде. Это у нас будет скорость, движение, внезапность, счастливый случай. Хотите новое слово добавить, и синхроничность ту самую, неслучайная случайность. Вот эти вот все вещи. Скорость. То есть в плане работы это что-то будет происходить быстро. И какой бы вопрос ни рассматривали, либо там примут меня на работу или нет, какое вынесут решение, в общем, везде будет присутствовать скорость. Либо мы, если внутри самой работы говорим о том, когда будет подписан контракт, или как он будет подписан, или будет ли он подписан, вообще не важно, тут тоже от постановки вопроса данную карту можно трактовать как то, что будет быстро развиваться, это показывает скорость. А вот уже соседние карты, либо прямая карта, или перевернутая, будет показывать в какую сторону они будут развиваться. События здесь быстро развивались. Они развивались очень быстро, как того хотел Самсон, тогда это вот так. И они развивались очень быстро, как того не хотели филистимляне, тогда это вот так. Динамика. Говорил уже, что эта карта, она выражает динамику, так же, как и это. Хоть здесь, на первый взгляд, не сразу была понятна динамика, здесь больше разрушения, но мы-то теперь знаем уже историю подноготную этой карты, мы понимаем, что да, это динамика. Очень скоро на вопрос «когда» или «произойдет ли?» очень скоро, то есть это быстро по этой карте. Опять же, давайте мы уже тогда, вот, коль мы разбираем колоду Гюстава Дере, смотреть на это. То есть он толкнул эти колонны. Сколько потребуется времени, чтобы сложились эти этажи, как карточный домик? Секунда, 2, минута. Ну, то есть быстро, настолько быстро, что люди даже не успеют никуда убежать. Стечение обстоятельств. Вот та самая синхроничность, та самая... Вот чем, например, то, что я сейчас делаю, не является работой, да, по жезлам. Он является работой, потому что я взаимодействую с вами посредством чего? Посредством YouTube. И вот эти вот череда каких-то неслучайных случайностей. Там свет отключился, там то, там все, 5, 10, как я вам уже говорил. И представьте, чтобы это в конце концов привело к чему? К тому, что ролик бы этот не вышел. Я бы взялся за голову и опечалился. А потом бы его переснял. И оказалось, что в переснятом варианте лучше. Почему? Потому что в первоначальном там что-то я упустил. И та вещь, которая изначально мне казалась плохой, и череда неслучайных случайностей привела к плачевному для меня результату, в итоге я был вынужден что-то переделать, переснять, и получил в итоге лучший результат. Как вам такое? И такое может быть. Перемены. Перемены как таковые. Что-то сейчас
было стабильно, что-то было одинаково, что-то было скучно, что-то было устоявшимся. И хотя, помним мы, что четверка сама по себе очень стабильная структура, а здесь вроде как бы восьмерка – это две четверки, но здесь не столько уже две стабильности, сколько некая ритмичность, некая повторяемость той самой стабильности. А что значит повторяемая стабильность? Это движение в любом случае уже будет. И перемены. Системность. Системность наблюдается. Почему в этой карте системность? Потому что сложно прям таки ее описать, чтобы не притягивать за уши, но скорее здесь в целом в поведении самого Самсона всей его жизни. Он системно делал одно и то же. Он постоянно боролся с филистимлянами. Каждый раз это могло выглядеть со стороны по-другому, там это было вот так, там это было в таком случае, там в таком, там на свадьбе, там ослиной челюстью, там еще как-то, здание завалило это. Но в целом у всех этих, помните, как каждый жезл вроде летит сам по себе, а потом ты понимаешь, о, елки-палки, так вы же все эти жезлы филистимлян летели. Так и здесь. Вроде бы разные события, пока ты жил вместе с Самсоном, смотрел, а потом отошел так со стороны, посмотрел через пару тысяч лет, а нет, это все было вот для чего. И ритм, системность, ритм. Если мы говорим о рабочем каком-то режиме, то это войти в ритм. Это вот по этой карте будет хорошо прослеживаться. Это стабильность по четверке, которая регулярно повторяется. Я привык там делать то-то, то-то и то-то, чтобы получить такой-то, такой-то результат в виде там какой-то моей зарплаты или там, не знаю, повышения какого-то. Ну, понятно, что повышение не может быть бесконечно, скорее зарплата, да, но как это может быть бесконечно. То есть, повторяя это снова, снова и снова, я прихожу к тому, что обретается какой-то ритм рабочий. Кубки – это у нас взаимоотношения между близкими людьми. Хоть мы прям не читали там захлеб историю с Далидой и Самсоном, но вскользь вы поняли, да, насколько он был в нее влюблен, насколько, возможно, он был ослеплен, если не любовью, то как минимум страстью к ней. Может быть, она была необычайно красива, и он просто таял, когда находился рядом с ней. Коль он так много раз выдавал ей секрет, каждый раз он понимал, что она этот секрет рассказывала его врагам, и в конце концов он снова рассказывает ей секрет, только он уже оказывается правдой, и его в конце концов связывают и пленяют, и ослепляют. Что он думал в тот момент, когда он был слепой и вращал те жерновы на какой-то мукомольной фабрике, не знаю. Влюбленность по этой карте проходит, по вот этой влюбленность. Влюбленный Самсон, разбитый горем человек. Яркие увлечения. Вот не по этой карте, а вот в целом, вспоминая всю жизнь Самсона, действительно яркие увлечения. То есть, что с первой женой у него было, не состоявшейся женой, что с Далидой, которой он ходил. Вот. Эйфория. По Самсону это очень хорошо ощущается. Объяснить иными словами, почему так с ним было, кроме как не случайных случайностей, вот этой вот самой, как ее там, синхроничности. Но только эйфорией можно назвать. Но это в близких взаимоотношениях. Почему эйфория, да? Давайте мы к этой карте вернемся. Потому что это вот тоже что-то, во-первых, огонь, во-первых, огненная масть, какие-то желания. Что такое у нас жезл? Это желание. Помните, один жезл, туз жезлов, ну не помните, мы его не разбирали, но, может быть, вы знаете это в целом по другим картам. Двойка жезлов, то есть там твое, мое желание, либо два моих желания, между которыми я выбираю. По тройке это взаимодействие желаний. Есть твое, есть мое, неплохо, мы можем там посотрудничать, так сказать. Понравилось, окей, переходим в четверку. И постоянно повторяем это. Потухло. Не буду вставать уже, включать. Форсировка событий. Что здесь, что здесь. Ну, давайте так, форсировка событий.
И в плане свадьбы это было видно в самом первом случае, когда он на филистимлянке женился, придя к своему отцу и матери, сказав об этом. И в целом в этой карте мы видим, что здесь события развиваются быстро. Во взаимоотношениях они тоже будут развиваться быстро. Форсирование событий. Кстати, это не обязательно, чтобы было хорошо. Это может быть и в перевернутом значении. То есть кто-то хотел бы наоборот еще чуть-чуть помедлить, не спешить так, эй, подожди, мне еще нет 18. Действия. Карта действенная, карта динамичная, карта движения, поэтому по ней будут проходить действия. Выпадая там мэ и жо, и между ними вот эта карта, можно сразу сказать, что будет какой-то движняк, будут проходить действия. Решительность. Понятно почему, да? И по действиям это Самсона было видно, в целом и по его жизни, и по 8 дому, и по вот этим жезлам. Спонтанность. Спонтанность вот тут во взаимоотношениях скорее, я бы выделил это как позитивную черту, потому что здесь есть другое слово в перевернутом значении, это неуправляемость. То есть в одном случае, когда это какая-то спонтанность с хорошими последствиями, это может быть что-то необычное, неожиданное. Помните, как писали авторы, что эти сами жезлы, это любовь, она как бы в воздухе витает. И вот это может все так как-то развиваться, происходить внезапно, неожиданно, спонтанно, иными словами. Но в негативном значении это может быть неконтролируемый и неуправляемый, когда эта палка тебе там прилетит где-то в голову. И разногласия. Почему разногласия в перевернутом значении, в негативном имеется в виду прочтение? Потому что нет этой самой синхроничности. Есть много движений, есть много жезлов, но из-за того, что противоположные стороны, они не на одной линии, помните, как могли бы разойтись Лабрадорское течение и Титаник, и как параллельные вот эти вот жезлы пролететь. Но нет. Но они наткнулись друг на друга. Айсберг на Титаник, Титаник на айсберг. Вот это вот стечение каких-то обстоятельств, как здесь Самсон и филистимляне. Негативный пример, да, вот они сошлись, столкнулись они друг с другом. В прямом значении мы просто смотрим на ситуацию, что Самсон таки достиг своей цели. Он смог пройти там через это все и поразить наибольшее количество врагов своего народа. Так, пентакли. По пентаклям. Активное планирование. То есть, если мы говорим, как карта совет, если хотите, да, то это попытка, если так уже угодно, подчинить ту самую вот эту вот неуправляемость, какую-то череду событий, подчинить какому-то ритму, подчинить какому-то закону. Это когда, еще раз повторюсь, карта совет выпадает, как действовать, действовать активно, значит, брать ситуацию в свои руки, представить себя в виде Самсона. Что сейчас есть у меня? Вот здесь одна колонна, здесь вторая. Да, я слепой, но я могу попросить помощи у высших сил, могу там, под высшими силами могут размываться разные понимания и вещи. В общем, в любом случае, это активное планирование. А вот в негативном прочтении это может быть некая халтура, то есть когда вроде тоже есть планирование, вроде тоже какие-то жезлы летят и действия происходят, но не под теми колоннами человек стал. Столкнул их, как я уже говорил, край только дома так шмяк, упал, эти засмеялись, филистимляне, и выкололи ему еще раз его оба глаза. Скорость, тут скорость везде присутствует, то есть если мы говорим о принятии решений в плане всего того, что касается финансов, то это будет быстро. А вот уже быстро и хорошо, либо быстро и плохо покажут соседние карты. Благоприятное стечение. Как без этого? Не ожидали, пожалуйста, получите. В какой-то из карт мы говорили, я уже не помню, на прошлом, где-то было в 5, либо в 4 жезлов, в 4, наверное, кстати, да, тут 8, там 4, о том, что тоже это как какие-то вещи, которые сваливаются, как вот из грязи в князи, да, как вот, как гром среди ясного неба, но в хорошем смысле, то есть какие-то вещи происходят, которые ты не ожидаешь, только в этом случае они еще и быстрее, они благоприятное стечение обстоятельств, только еще и быстрое какое-то может быть.
Условно говоря, обратился человек за ипотекой в один, другой, третий банк, а ему вместо того, чтобы ответили через неделю, ответили уже завтра, и еще и какие-то, может быть, хорошие условия, и что-то вот, в общем, все пошло навстречу. Человек только сделал шаг вперед, только попросил, помолился Богу и сделал активное планирование вместо халтуры, а ему навстречу вот это уже благоприятное стечение обстоятельств случилось. Бюрократия, вот в таком перевернутом значении может быть, имеется в виду, почему бюрократия? Потому что сталкивается много вот внутри какой-то системы банковской, внутри рассмотрения каких-то вопросов денежных, финансовых, либо по недвижимости, либо еще чем-то, много каких-то винтиков механизмов, и в перевернутом в негативном значении что-то там где-то попал какой-то камушек между шестеренками, и все заклинило, одну шестеренку какую-то там, неважно, где-то сбоку, и вот эти большие перестали крутиться. Вам перезвонили и сказали отказать в выдаче ипотеки. Промедление. Отсюда же и промедление. Да? Я же говорю, казалось бы, типа, вот так быстро, а так медленно. Не люблю так трактовать карты, и в принципе это в корне неверно, добавить просто слово нет. Быстро, не быстро, там, любит, не любит и так далее. Но здесь промедление в том смысле, что нет. События могут и быстро развиваться, только они будут работать не в вашу сторону, и из-за этого, в целом, глядя со стороны, будет казаться, что дело вообще никуда не движется, как будто бы замерло на месте. Отсюда и промедление. Вектор направленных усилий не в ту сторону, не туда жезлы полетели. Если так вот вам удобнее, да, вот они должны были полететь с точки А в точку Б, а они с точки Б в точку А полетели, а вам так не надо. Или по Самсону, то есть он должен был там столкнуть колонны, и оно все упасть вот так, а он другие колонны столкнул, и оно упало в другом месте, и в итоге ему пришлось там еще прожить 5 лет, дожидаться нового какого-то удобного случая, чтобы столкнуть нужные колонны. И в итоге это что получается? Промедление, но ситуативно действия были. А в целом, получается, в каком-то временном промежутке промедление. То, что можно было сделать уже здесь и сейчас, при удачном стечении обстоятельств, переносится на какой-то неопределенный срок. Из-за того, что карты против вас сыграли. По мечам. Это у нас прямые действия, саморазвитие, рост над самим собой. Озарение. Вот как с Самсоном здесь очень хорошо. По этой карте не очень, а здесь прям случается. В какой-то момент он жил, и потом ему доходит, что вот оно, вот именно сейчас. Отроку говорит, подведи меня, я ощупаю вот эти вот колонны, на которые здание опирается, поставь меня там. И он говорит Богу, все, что мне надо сейчас, дай мне силы, верни мне на какое-то время. И все, озарение пришло. Открытие. Что озарение, что открытие, зачем было два похожих слова выписывать? В принципе, одно и то же. Внезапные идеи, инсайт. Третье то же самое. Внезапное озарение, открытие, внезапные идеи, инсайт. То есть то, что приходит неожиданно, внезапно. То есть мы что-то работаем над собой, читаем какую-то духовную литературу, книгу, занимаемся йогой. Вот, причем ритмично, да, вот по этой карте. Или как Самсон. Постоянно он этих бил филистимлян, постоянно были с ними стычки какие-то. И вроде, казалось бы, и конца края этому не видно. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе инсайт приходит, да, щелчок в голове. Щелк. И либо ты сложил пазлы все, как у Самсона. Щелк. Я думаю, что он в тот момент думал тоже. Пока жернова крутил, не думал. Думал, наверное, о том, что Далида его предала, что он такой-сякой, Бог от него отвернулся, потому что он не ходил по путям его. А потом, когда он оказывается там во дворце, слышит шум этой толпы, понимает, что там филистимлян больше, чем за всю жизнь он убил, и он понимает, вот оно, вот сейчас. И он чувствует силу в руках, начинает двигать колонны, и у него происходит это самое инсайт, да, вот это озарение, открытие. Активные шаги, они уже у нас где-то были они у нас в активном планировании, это по пентаклям, так и тут активные шаги, то есть если мы работаем над собой, если это как карта совет, либо как стоит действовать, или вообще как будут развиваться события там в моем занятии с картами Таро. И вот выпадает такая карта, да, то есть при каких-то благоприятных соответствующих картах речь идет о том, что это будут какие-то активные шаги предприниматься, то есть какие-то специальные действия будут делаться. В данном случае мною, если так будут показаны какие-то соседние карты. Быстрота,
по этой карте это проходит. Решительность. Тут уже нечто такое личное, да, то есть нужно волевое принять решение было Самсону, то есть принять вот эту восьмерку жезлов, быть к ней готовой, к тому, что появляется тот самый Кайрос, есть воля Господа, и ты к этому готов. Поспешность. Поспешность – это вот в негативном прочтении карты. Представьте, как если бы он, я не знаю, не подошел к нужным колоннам, остановился где-то у колонн каких-то второстепенных. Думаю, вот сейчас уже все. Дальше мне еще, может быть, не проведут, вот здесь сейчас я их... Нет, вот не стоит поспешность. Принимать какие-то решения, либо действия, либо пытаться опередить события, которые могут развиваться самостоятельно. Либо как совет предупреждения, что, дружище, притормози, ты очень сильно спешишь, ты набрал обороты. Тебе еще нужно лет 10 прожить, чтобы тебя потом в конце концов сделали слепым, и только тогда ты сможешь эти колонны сдвинуть и свою цель выполнить. Пока не надо, не спеши. Превышение скорости, имеется в виду не в буквальном смысле за рулем автомобиля, но и не поспешность, а имеется в виду, когда уже идет какой-то процесс, и человек очень хочет быстро ускориться, он хочет карты Таро освоить не за год, а желательно за неделю. И понятное дело, что рассинхрон внутри, в голове как минимум гарантирован. Потеря главного, отсюда тоже. Вот эти жезлы, которые летят каждый сам по себе, но все они прилетят в одну точку, в одну цель, достигнут одной цели, можно потерять главное. Если сосредоточиться на каждом жезле по отдельности, то можно в какой-то момент запускать их в разные стороны, то есть рассеять свое внимание. Вроде как бы действий в итоге много, жезлов также остается 8, или давайте по Самсону, то есть он бы говорит, покажи мне колонны, все колонны, и его бы вводил этот отрок, и он бы каждую колонну маленькую сталкивал, и там, он бы растратил свои силы, в конце концов его бы снова схватили, связали, и он бы так бы и не дошел до главных колонн. Дабы главное не потерять, да, вот нужно в этот момент обращать внимание, что по перевернутой карте можно потерять главное. Что такое главное в саморазвитии? То есть можно также распыляться, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном, понять, что для тебя сейчас главное. Сейчас главное заниматься картами Таро. Давайте пока там руны я отложу в сторону, астрологию, джьотиш тоже, там, не знаю, ведическую медицину давайте тоже пока разбирать не будем. Вот это пока для меня главное. Либо наоборот, может быть, главное для тебя что-то другое, тогда тоже найди это главное и удели ему внимание. Без того, чтобы эти жезлы все раскидать в разные стороны. Это была потеря главного и ажиотаж. Ажиотаж – это как, не знаю, как по мне, поспешность, ажиотаж, тут слова синонимы. Порой могу написать слова, а они масло масляное, одно и то же означают. Вот и все. Давайте тогда быстренько глянем с вами искусство. То как-то у нас сегодня долго все получилось. Искусство. Смотрите, что у нас есть. Есть у нас Энтони Ван Дик, 1620 год, Самсон и Далила. Люди как-то не выглядят иудеями, филистимлянами, но тем не менее. Видно Далила, которая соблазнила Самсона, человека, который с ножницами пришел его остричь. И видно уже и филистимлян, которые вот ждут, когда же волосы будут срезаны, мы сразу нападем и свяжем. И в этом выбранном контексте ситуация выглядит очень печально, если не знать того самого принципа синхроничности, если не понимать, что вот эти все случайности, они не случайны, и впоследствии приведут именно к исполнению высшей миссии Самсона, которая была в нем заложена. По 8 дому, помните, как это? Связь напрямую с эгрегором, с высшими силами, когда можно и голос услышать напрямую, и некий инсайт получить. Вот на 100 лет раньше написанная картина, 1529 год, Германия, Лукас Кранах старший. Тоже Самсон и Далила, только они здесь уже на улице, такой несколько собирательный образ, видно и ослиную челюсть, которую он убивал,
видно и как будто бы древо познания добра и зла, ну, такое, может быть, мое несколько видение. И рыцари средневековые, очень все это похоже на Иудею, прям пахнет. Вот наша гравюра Гюстава Дере. Видно Самсона, который сталкивает колонны, видно людей, которые летят сверху очень хорошо, и те люди, которые будут погребены заживо падающими обломками. То есть это просто какое-то величественное, огромное здание. Снова аналогичная сцена. Уснувший Самсон, 1628 год, Рембрандт. И она позвала человека, который будет сейчас стричь волосы, а некто другой ждет уже в виде охраны, чтобы связать и поработить Самсона. Вот такая есть гравюра. 1560 год. Самсон разрушает филистимский этот самый дворец. Так, что тут у нас есть еще? Это Рубенс, 1609 год. Очень красивая картина. Редко удается найти в таком хорошем качестве. Можно рассмотреть детали, но мы, в общем-то, не за этим здесь. Такая вот картина. Александр Кабанель, не знаю, как правильно, простите, 1878 год. Красивая девушка, такой вот восточной какой-то внешности, немножко, может быть, цыганской даже. Самсон и Далила, тут прям такое ощущение праздника. Уснувший Самсон, Далила, которая сама лично будет, нет, не сама лично, она позвала человека, который будет состригать ему волосы. И все уже суетятся, ждут, когда же. Ну, это такая тоже гравюра Гюстава Дере, только не в моменте, когда ему срезают волосы, а в моменте, когда он рассказывает, в чем же его сила. Еще ничего плохого не произошло. Это одна из шестереночек, которая закрутится, чтобы все плохое потом привело к его главному роковому предназначению. Вообще древняя, 1495-1506 года, Андреа Монтегна, или Монтенья, может быть, так читается правильно. Это живопись. И тут Далила сама стрижет Самсону волосы. Вот и все. Вот и все, что я сегодня подготовил для вас, чтобы рассказать о карте «Восьмерка жезлов». Мне кажется, мы ее достаточно хорошо раскрыли. Запомните самое главное. Просто вспоминайте жизнь Самсона. Как вот эти все кусочки складывались, чтобы потом сжаться в один какой-то миг короткий, когда он раздвигает эти колонны и рушится здание. То есть что-то может долго собираться, выстраиваться для того, чтобы потом дать вам удачный, счастливый момент. Вспомните Кайроса. Это, может быть, брат Кроноса, да, времени. Только время чуть другое. Это время, которое может благоприятное время, которое наступит в любой момент. Независимо, вот ты стар или ты млад, упустил ты свой шанс в жизни, либо нет, он может снова прийти. Упустил шанс, имеется в виду, когда утекло много времени уже. В общем-то, на что надеяться? Тебе 85, ты не встретил ту самую свою единственную любимую женщину, и тебе уже явно ничего не светит, кроме крышки, которая опустит над твоим лицом. Но нет, случается встреча с той самой единственной, в которую ты влюбляешься. Конечно, это не будет юношеской любовью, но это будет любовью, которой у тебя не было никогда. Поэтому это скорость, это динамика, это удача, это внезапность, это благоприятный случай. И для кого-то неблагоприятный, как в случае с «Титаником». В любом случае, это что-то быстрое, развивающееся, и еще и такое нечто кармическое, которое может за этим всем стоять и ощущаться. Также это, помните, и связь со Всевышним такая вот прямая, как было у Самсона. Или как по 8 дому, по Скорпиону прослеживается. Вот и все. Спасибо большое, что смотрели меня. Всего хорошего и до встречи. До свидания.